чего все началось? Наши решили надуть шведов. Один человек казнен по итогам такого масштабного бунта в Новгороде. Я буду предлагать все-таки сравнивать наш бунтажный век с европейским. Что делают наши бунтовщики первым делом? Организуют совет. Говорил Стенька Разин: я пришел дать вам волю, говорил он русским людям. А давал-то что? Кровь, слезы. Это один из двух самых знаменитых в нашей истории самозванцев. Ну, что делает крыса, загнанная в угол, как известно? Нападает. А Разин совсем не крыса. Ему готовили специальное жаркое с луком, с чесноком. И Пугачев так проникся к этому Шишковскому и говорил: ну вот ты с уважением ко мне, я тебе все расскажу, как на духу. Добрый день, дорогие друзья. Небольшое вступление. Я очень рад, что мы тут собрались после довольно длительного перерыва. У нас формат уникальный и не очень, честно говоря, даже удобный для лектора. У меня есть некоторый преподавательский опыт, лет 25. Но преподаватель всегда рассказывает примерно одно и то же. С разными вариациями, естественно. Но это знакомый, изученный им досконально материал. Ну, про артистов разговорного жанра и говорить нечего. Эти талантливые люди, их ночью разбуди. Они знают по памяти на подкорке свою роль. У нас же с вами формат совершенно другой, потому что то, что я вам рассказываю, я произношу вслух в первый раз. Конечно, есть наработки, подробный план, но все равно вслух это произносится в первый и последний раз. Я к чему это вам рассказываю? Материал сложный. Если что не так, прошу меня простить, это всегда премьерное выступление и обычно выступление единственное. Хорошо? Да, спасибо большое. 17 век вошел в историю как бунтажный. Противоречие налицо. Царь Алексей Михайлович Тишайший, а век бунтажный. Но мы уже говорили с вами о том, что Тишайший – это словесное недоразумение, никаким Тишайшим он не был. А вот бунтажный век назвали профессиональные историки, потому что действительно такого в нашей истории никогда не было. Начиная от смуты, от гражданской войны, войны всех против всех, движения Болотникова, и дальше понеслось восстание в городах, в столицах, Степан Разин, Разинщина, в конце концов раскол, Хованщина и стрелецкий бунт, который у нас соотносится в памяти с царевной Софьей и Петром Первым, но это тоже 17 век. То есть весь 17 век сплошное неуспокоение и заставляет поднять важное соображение: а что есть русский бунт, который бессмысленный и беспощадный, который какой-то особый. И всегда, когда мы говорим о восстаниях, мятежах, будь это Антоновщина в годы Гражданской войны, Махновщина, восстание 905 года, восстание Пугачева, что это такое? В чем природа, в чем истоки русского бунта? В чем причина? Историки-марксисты подходили к этому делу достаточно и системно. Это называлось обострение классовой борьбы. Ну, понятно, 17 век. Усиление крепостного гнета, формализация крепостного права соборным уложением 1649 года. Соответственно, ответом стало обострение классовой борьбы и народное сопротивление. Но дело в том, что история-то наша гораздо сложнее. И вот такие примитивные схемы ответ на вопрос «почему» зачастую не дают. История наша гораздо интереснее, поэтому давайте всмотримся в нее попристальнее. Что здесь важно? Ни один из бунтов 17 века нельзя называть словом «революция». Революция от слова «revolution», «revolt», «переворачивать», «перемещать», передвигать. Слово «переворот», собственно, переворот, дословно, это революция. Кстати, кто слово «revolution» использовал в Европе в первый раз? Никогда не догадаетесь, Николай Коперник в своих трудах. Но он имел в виду перемещение небесных тел, естественно. А потом это стало называться
революцией. В понятном нам смысле никто из бунтовщиков XVII века не предлагал, не дай бог, свергнуть царя или вообще что-то поменять в системе мироздания, в системе управления Россией. Нет. Они, наоборот, все выступали за царя-батюшку. Когда восставшие Степана Разина как-то на кругу порешили, процитирую, вывести всех изменников, а черным людям дать свободу, то есть обсуждение приняло опасные формы. Степан Разин вышел на круг, обнажил саблю и громогласно объявил: лучше мне этой саблей голову отсеките, но никогда на царя-батюшку руку не подниму. Круг сразу успокоился, все закричали «Люба, Люба, Люба». Продолжили обсуждение, что все-таки царя-батюшку надо защищать. Вешать надо бояр-изменников. Понятно, что, как в известной поговорке, царь хороший, боярышник плохой. Но вот это то, что историки-марксисты, все историки называли наивным монархизм. Ну что такое наивный монархизм? Опять же, вспомним начало 17 века. У нас откуда царь-батюшка появился? В результате первого в мире всенародного переучреждения государства. Он был избран, ну, почти что в понятиях того века, всенародным волеизъявлением. Что наивного в этом стремлении оградить объект своего избрания от злых бояр, от изменников, от тех, кто его окружает? И при этом сохранить. В этом наивного ничего нету. Тогда, простите, вера цивилизованного французского народа в то, что король может наложением рук исцелять от всех болезней, это гораздо более наивно. Разве не так? Или японцы. У них император кто? Сын Бога. Ну, точнее говоря, прапраправнук. По прямой линии. Они ведь ведут генеалогию по сегодняшний день. Это ли не наивно? В общем, наши восставшие в 17 века были в массе своей уверены, что они не против царя, что они расправляются со злыми боярами, они царя освобождают от злых слуг, которые не радеют царю, которые, короче, изменники. И самое любопытное, что убив, повесив кого-либо из бояр и воевод, что делали восставшие первым делом? Писали челобитную царю, мол, вот, государь, поздравь нас, вывели на чистую воду очередного негодяя. И челобитную в Москву отправляли. Это была искренняя вера людей того времени. Кстати сказать, именно поэтому, когда Разин потом поплывет на Москву, кто с ним поплывет в этой флотилии? На отдельных стругах, обитых по легендам, один красным бархатом, а другой черным, якобы патриарх Никон, ну, точнее говоря, кто-то, кто будет наряжен в митрополичье одеяния. Одеяния они эти безжалостно содрали с астраханского митрополита. Он выглядел издалека как патриарх Никон, а второй, по слухам, какой-то мальчик, юноша с Кавказа, он будет изображать царевича Алексея. Тогда тоже был царевич Алексей. Алексей Алексеевич, наследник престола, сын Алексея Михайловича. Ну, он умер в неполные 16 лет в Москве, но, как объясняли разинцы, ничего не умер, а от злых бояр сбежал. Кому ему бежать? Естественно, к казакам, которые единственные защитники русского народа и хорошего царя. События 17 века кровавые. Я бы хотел, чтобы мы не просто живописали все эти жестокости, но и постарались погрузиться в исторический контекст, потому что у нас ведь вечно предлагают на историю смотреть довольно-таки косым взглядом, сравнивать деятелей истории с представлениями о нравственности, добре и зле сегодняшнего дня. Ну, конечно, если сравнивать Малюту Скуратова с матерью Терезой, а Ивана Грозного с Махатмой Ганди, выглядит это чудовищно. Но тогда были другие нравы, и все было иначе. Поэтому я буду предлагать все-таки сравнивать наш бунтажный век с европейским. Не для того, чтобы оправдать что-то, чтобы объяснить, в каком контексте жили и те, кто восставал, и те, кто сражался с ними, в каком моральном контексте, в какой атмосфере они тогда существовали. Начну с эпизода малоизвестного, который я назвал «Томская республика». Город Томск. Важный форпост освоения Сибири. Это острог. Много казаков, много служилых людей. Власть представлена воеводой.
и замом воеводы, который назывался тогда вторым воеводой. Ну и несколько у них было каких-то подручных. А вот вооруженных людей в Остроге очень много. Собственно, воевода и его зам и есть единственные источники власти. Они и губернатор, и полпред президента, и заксобрание, и прокуроры, адвокаты, судья, и палач, и все в одном лице. Как мы понимаем, путь из Томска до Москвы в лучшем случае несколько месяцев, это если доберешься. Поэтому воевода так и говорил: «Я вам тут сам Москва». И вот 1637 год, первый Томский бунт. Началось с того, что до Томска докатились идеи правительства боярина Морозова, нам знакомого. Чубайс 17 века, он занимался бюджетным секвестром. Он сокращал бюджетные расходы и пытался повысить бюджетные доходы. Ну, примерно с той же уклюжестью. В рамках понижения бюджетных расходов боярин Морозов решил сократить жалования служилым людям, включая стрельцов. Логика была такая: если у вас есть какой-то свой малый бизнес, лавка или земельный надел, то вы в свободное от работы время землю пашите, торгуете, а жалование государства мы вам уполовиним. Все равно ведь вы не все рабочее время, не 8 часов на работе, а только когда призовут, поэтому как-нибудь сами. Все дружно возмутились. И против кого? Ну, понятно, что не против боярина Морозова, до которого добираться полгода, а против воеводы. Видимо, к воеводе там и до этого было немало претензий. Что делают наши бунтовщики первым делом? Организуют совет. Тогда это называлось круг, ну, иногда и совет тоже называли, народных депутатов. И вот этот совет служилых людей и казаков воеводу объявляют изменником. Обвинение такое, очень забавно. Запустошил Томск. Запустошил. Мне это слово очень нравится. Плохо управлял. Плохой губернатор. По решению совета воеводу освободили от занимаемой должности. Тюрьму предварительно вскрыли, всех, кто там сидел, выпустили. Воеводу, соответственно, туда. Называлось это «отказали воеводе от воеводства». Мол, с таким воеводой, цитирую, «государеву указу не слушать». Понимаете, как хотите. Предводители поехали в Москву искать правду. Если посмотреть челобитные, они все сохранились. Кавычки. «Закладывать и продавать жен своих и детей для постройки какой-то воеводиной мельницы, а также удовлетворения другого воеводского лихаимства». В общем, история про генеральские дачи имеет глубокие исторические корни. В общем, беспредел. Свободных людей воевода заставлял какую-то мельницу строить. Итог. Правительство челобитчиков выслушало, воеводу заменило, и воеводу прислало нового. Больше года Томск самоуправлялся, как республика, советом казачьих и служилых депутатов. Но жертв нет. Тот же 1637 год, начнем с Восточной Европы, восстание Павлюка. Павлюк – это прозвище, не фамилия, это гетман запорожского войска, предшественник Богдана Хмельницкого, который так же, как Богдан Хмельницкий, поднял казаков против Польши. Восстание было подавлено. Согласно славянской энциклопедии, после поражения запорожского казачества тот же год, 1637, от Нежина до Днепра, можете проверить по Яндекс.Картам, километров 100, вдоль всей дороги, куда там древним римлянам и восстанию Спартака, вдоль всей дороги были установлены колья в зоне видимости, на каждое был посажено по казаку. Ну, а самого Павлюка в Варшаве заживо публично содрали кожу. Вы понимаете, откуда запорожским казакам после всего этого было испытывать какие-то позитивные чувства к польским магнатам и польской короне. Вернемся к Томску. Прошло 10 лет. Тот же Томск, наш республиканский, опять что-то там воевода стал чудить. В общем, сценарий тот же самый. Воевода уже другой, князь Щербатов. Опять казаки возмутились и служилые, арестовали воеводу, посадили его под замок. Из канцелярии опять вытащили документы, сожгли их торжественно. Но пошли по другому пути. Помимо совета, власть передали второму воеводе, тому самому заместителю. Но договорились, что второй воевода всем распоряжается, но по согласованию с советом. Фактически двоевластие, как в 17 году Петросовет и Временное правительство. Вот воевода, главный, второй, хороший,
но по согласованию с Советом. Такая конституционная Томская республика или монархия. Опять же, челобитчики в Москву, Москва разбиралась. Там, кстати, что любопытно, воеводил второй воевода, а у Совета был свой руководитель выбран. Глава этого Томского совета – сын боярский Плещеев, Гришка. Плещеев – фамилия известная. Это племянник самого главного лихаимца московского, главы приказа Плещеева, которого во время соляного бунта в Москве приговорил царь к смертной казни по требованию московского люда, но который не дошел до плахи, его растерзали. И вот его племянник тоже за многое лихаимство был сослан в Сибирь. Ну, не подумайте, что на каторгу. Но все-таки сын боярский, а с кадрами у нас нехватка в провинции, поэтому его, как тогда сказали, поверстали на государственную службу. И он служил в офисе воеводы, стал помощником второго воеводы, ну а когда начался бунт, моментально примкнул к республике. Новая власть во главе с Плещеевым развернула масштабный бизнес. Они занялись, перехожу на язык 20 века, бутлегерством, наркопроизводством и наркотрафиком. Это все государственная монополия. Производство, продажи спиртного. Ну, понятно, что тогда нравы-то были не то, что сейчас, о наркотиках знать не знали, но был табак. Тоже вещь строго запрещенная. Это не мешало Плещееву тоже заняться какими-то продажами табака направо-налево. В конце концов, из Москвы прибыла следственная комиссия, долго допрашивала и тех, и этих, разбиралась, кого-то порола, но никого не казнила. Опять сменили местную верхушку. Руководители республики освободили от занимаемых должностей и отправили бунтовать куда-нибудь подальше на восток, включая того самого Плещеева. Он и там не успокоился, ударял за чьей-то женой, и из ревности его зарезали. Воеводу князя Щербатова, пострадавшего, сидевшего в собственной же тюрьме, отозвали в Москву на повышение за то, что он мучился. Вот так опять никаких ни жертв, ничего. Так закончилась Вторая Томская республика. Республика – это что у нас? Как переводится? Общее дело. Правильно. Республика – общее дело. Вот общее дело казаков служилых завершилось в Томске снова бескровно. Так в 17 веке, конечно, было не всегда. Есть два известных бунта – Соляной и Медный. Оба московские. И, конечно, мой рассказ о бунтажном веке будет без этого неполный. Про Соляной бунт я немного рассказывал. Бюджетный дефицит. Хотели наполнить казну. Кому-то пришла в голову блестящая идея отменить те налоги, которые и так не собирают, а ввести налоги, которые проще собрать. Косвенный налог. Идея, кстати, неплохая. Ввели налог на соль. И подробно объясняли, в чем преимущество этого налога. Что, мол, все будут платить по потребностям. Кто много кушает, либо ведет какую-то активную заготовку рыбы, ну, в рамках бизнеса мяса, те будут больше покупать соли и больше платить государевой пошлины. А те, кто обычные люди, простые, они вообще почти ничего платить не будут. А вместо этого отменяется два больших налога. Это стрелецкий налог, стрелецкие деньги, и ямские деньги. Хотели как лучше, получилось как всегда. Получилось плохо. Почему эта реформа стала такой непопулярной и провалилась? Потому что, с одной стороны, вроде как нормально, когда каждый платит от потребления. Вы знаете, это очень похоже на наш налог с продаж. Помните, у нас был тогда налог с продаж? 5%, по-моему, какое-то время. В чеке просто 5%. Много покупаешь, много платишь. Мало покупаешь, мало платишь. Вроде все честно. Но как-то нам всем не нравилось. К цене товара еще 5%. Неизвестно за что. Кстати, в Штатах, почти во всех Штатах, разный процент, там есть, там до 10 доходит. Такой же налог с продаж. Или, например, если ты покупаешь автомобиль, то платишь транспортный налог не потому, что у тебя есть автомобиль, а пропорционально количеству лошадиных сил. Понятно, у тебя Феррари, ты больше платишь, чем за какую-нибудь там Ладу Приора. Честно? Честно. Вот те, кто разрабатывал соляной налог при Алексее Михайловиче, рассуждали так же. Но есть нюансы. Что произошло? Ну, понятно, что цены взлетели. Соль – главный консервант. Страна у нас православная, много постов. В пост что можно есть? Рыбу. Поэтому рыба – самый ходовой товар. Плюс страна еще речная, рыба дешевая. Но рыба портится. Чтобы она не портилась, ее надо солить. Соленая рыба – главная белковая еда. Резко подорожала. То есть, соответственно, бедняки сократили потребление. Те, кто занимались заготовками
рыбы с перепугу стали недосаливать, рыба стала портиться. Весь рыбный промысел стал испытывать страшнейшие финансовые проблемы, многие разорились. Богатые, которые должны были платить больше, монастыри, бояре, у них огромные запасы, они вообще не торопились покупать что-то новое. У них все хорошо и с солью, и с продуктами, поэтому поступлений в казну на самом деле немного. Ну и плюс ко всему, так как отменили два главных прямых налога, стрелецкий и имской, я сейчас расскажу, что это за налоги были, упало жалование всех, кто связан с транспортом. Имские деньги шли на содержание имской службы, нашей гордости российской. Это оплата гонцов, разных там должностных лиц, связанных с доставкой донесений, почтовых служащих, как бы сейчас сказали. Ямы – это почтовые станции на дорогах. Соответственно, часть этих денег шла и на содержание дорог в том числе. Ну и все, кто с этим связаны, стали просто получать меньше денег, потому что имские деньги отменили. Далее, стрелецкие деньги, деньги, которые идут напрямую на содержание стрелецкого войска. Денег тоже стало меньше. Стрелецкие деньги, тем более такой налог был сложен, он менялся каждый год в зависимости от численности стрелецкого войска. Буквально от экономической ситуации. Очень сложно рассчитывался. Главное, единица налогообложения называлась, кто-нибудь знает? Никогда не угадаете. Саха. Да, буквально та самая, которая пашет. Саха в стародавние времена – это на самом деле участок земли, который можно вспахать сахой за один день. Потом уже забылось, от чего произошло это слово, и саха стала названием либо просто измерения участка земли, но не в смысле площади, а в смысле единицы налогообложения. Поэтому сохи разные. Черноземная саха одна, нечерноземная другая, северная третья. Единица площади земли называлась четь. Четь – это примерно полгектара. И вот саха могла быть 1000 четей. Это плохая земля. С нее много не соберешь, и налог низкий поэтому. А хорошая земля могла быть 500 четей или даже меньше. Та же самая саха. В общем, этим несложно было запутаться. И плохо собирались стрелецкие деньги, но как только их перестали собирать, опять же, стрельцы стали получать меньше жалования, потому что соляные еще не поступают, а стрелецкие уже перестали поступать. И вот то, о чем я вам рассказывал, пример Томской республики, стрельцы все недовольны. Сейчас стрелец о себе немного расскажет, чтобы вы понимали, как он выглядел, чем был вооружен и чем занимался на самом деле. Вот это не просто стрелец, это сотрудник нашего музея военной формы с Никитской. Приветствую вас, дорогие друзья. Стрелец 5-го приказа Заяузского Федора Александрова, один из московских стрельцов 22 полков на 1672 год. Сама стрелецкая армия была учреждена еще во время правления Ивана Васильевича Грозного. В середине 16 века, 1550 год, уложение стрелецкой службы. И с того момента они показали себя верными ратниками. Как они вписываются в эту систему? К тому моменту уже другая династия. Стрельцы, прошедшие Ливонскую кампанию и отражавшие набеги кочевников с юга, уже зарекомендовавшие себя как хорошие не только военные, но и стражи порядка, в том числе выполняющие функции современной полиции, Росгвардии, а также пожарных. Правильно назывался не стрелец, а в огненного боя стрелец. Чтобы было точно понятно, стрелец – это человек, который из лука стреляет. А в огненного боя стрелец всем было ясно. Это человек, который использует огнестрельное оружие. Пройдя через Ливонскую войну, пройдя через Молодинскую битву, осаду Москвы 1591 года, в 17 веке после смутного времени ребята прошли через кровь и пот Смоленской кампании 32-34 годов, в ходе которой они полностью изменили свой внешний облик в плане вооружения. Чем я вооружен? У меня мушкет, орудие, поступившее к нашу страну из Голландии в 30-е годы 17 века. Затем, разумеется, и пороховнички. Бандельер, как в оригинале, по-нашему звали перевязь. Перевязь – это, в принципе, кожаный ремень, поэтому уточнение. Перевязь с зарядцами. Используя это вооружение, зарядец хранил в себе ровно столько пороха, сколько нужно один выстрел. Стрелец мог использовать орудие куда более точное по сравнению с пищалями, хотя пищаль слово более широкое. Но дистанция боя все равно в среднем велась где-то 50 метров и ближе.
Сотником Стрелецким с 1647 года царь Алексей Михайлович утверждает дистанцию боя 40 метров и ближе. Один в поле не воин, все знают фразу. Стрельцы не бились одни. Изучив тактику Европы, тактику линейной стрельбы, они бились уже на вторую половину 17 века по подобию Европы капральскими делениями. По 25 бойцов, объединяющиеся в стрелецкие сотни. Сотник командовал ею, а командовал всем полком стрелецкий голова. Смысл этой тактики, если коротко, заключается в обрушении на врага огня, огненного бою на близкой дистанции с очень быстрой, дисциплинированной заменой друг друга. Уходить назад, перезаряжаться и, если нужно, вести непрерывный огонь. Стрельцы показали свою эффективность, и последнее, что стоит уточнить, часто стрельца называют мушкетером. Однако самое важное и ключевое их отличие – это их тактики. Стрельцы, наш народ, всегда полагался прежде всего на укрепление. Стрельцы хороши еще и в осадном сидении при обороне. Так вот, стрельцы, полагаясь на тактику гуляй-города, крепости, всегда старались обороняться самостоятельно, в отличие от мушкетеров, которые непрерывно шли рядом с пикинерами. На случай с кавалерией пикинеры останавливали. Алибардисты помогали люди с алибардами, мушкетеры вели дальний бой. А стрелец прибегал ко второму оружию. Оно нам известно как бердыш. Орудие, которого во второй половине 17 века имеет особое распространение в стрелецкой армии, да, не мы его изобрели. Но наша армия доводилась до совершенства ведения тактики. Стрельцы, на случай, если кавалерист на них нападал, укрепления останавливали, мог уже вести бой со стоящим всадником. К сожалению, это не помощь против тарана, но вполне себе хорошая помощь, что превратит стрельца не только в превосходного стрелка, но и в пехоту. 4 вида жалования. Стрельцы получали суконное жалование, соляное жалование, хлебное жалование и денежное жалование. В плане бунта они всегда происходят либо в момент экономической нестабильности, либо при смене власти. Потому что ни один царь не гарантирует следующий то, что гарантировал другой. Поэтому за царя они бились как за отца. На этом, я думаю, можно закончить. Спасибо. Самое главное, самое интересное, еще раз обращу ваше внимание. Стрельцы за рогатками или за телегами, чтобы конница не сломала строй. И он ведет огонь. А чтобы огонь был непрерывным, стрельцы меняются местами. Это тактика. Тогда не стреляли с колена. Сделали залп, отошла шеренга назад. Перезаряжает. Сделала залп вторая. Нет детальных описаний этого боя. Это мы так реконструируем. Но сколько таких было стреляющих шеренг? По идее, не меньше 3. А возможно и больше. Иногда на картинах рисуют 5-6 шеренг. Хотя это довольно сложно. Даже дым же был страшный. Поэтому надо еще паузу делать небольшую между выстрелами. Иначе просто ничего не видно. А мушкетеры, они всегда закрываются пикинерами с огромными пиками. В 5-7 метров. Тоже от кавалерии. Пока мушкетеры перезаряжаются. В этом отношении тактика стрельцов, она даже интереснее. И чем-то напоминает тактику римских легионов. Кто видел сериал «Рим»? 1 человек. 2, 3. Изучал тактику стрельцов. Можно не смотреть весь сериал, достаточно посмотреть 10 минут первой серии. Там отлично показано, тоже реконструированное, конечно, но показано как бы в идеале, как римские легионеры сражаются с варварами. Все время уставшие ряды меняются с задними, по команде, по свистку центуриона, отходят назад, щиты смыкаются, щиты размыкаются. Посмотрите, 10 минут, это очень интересно. Вот у стрельцов была настоящая древнеримская тактика, только усовершенствованная. Спасибо большое. Для того, чтобы дождаться, когда начнут поступать деньги от соляного налога, надо было подождать. У правительства не было ни времени, ни денег, ни терпения. Поэтому довольно быстро вернулись к старой системе. Признали ошибку и соляной налог отменили. Признать ошибку – это не провал. Провал – это попытаться перенести последствия своей ошибки на простых людей. Как говорил один известный сейчас человек, ошибаться можно, врать нельзя. Вот примерно то же самое. Правительство решило, что поскольку мы соляной налог быстро отменили, то за истекшие 2 года, пока он действовал, надо дособирать старые налоги. И потребовали взыскать стрелецкие и ямские деньги за истекший период. Но это уже, конечно, народ возмутило окончательно. Поэтому май 1648 года, представьте себе улицу Сретенку в Москве. Сретенка, бульварное кольцо Сретенский монастырь, это уже за границей города. И вот из Сретенского монастыря после богомолья молодой царь Алексей Михайлович, 18-летний,
с кортежем возвращается в Кремль. По пути его останавливает огромная толпа. Коней берут под уздцы, ну и, в общем, требуют принять челобитные и навести порядок, расправиться со злодеями и изменниками, которые все вот это придумали. Царь, конечно, мог растеряться, спрятаться, начать плакать. Но Алексей Михайлович, который, кстати, первый раз в жизни столкнулся лицом к лицу с раздраженными подданными, скорее всего, и народ-то простой так издалека видел раньше. Но он вышел из кареты, принял какие-то челобитные, пообещал разобраться, ну и поехал в Кремль. Народ расступился и пошел за ним толпой в Кремль. Кто-то даже вовнутрь Кремля. Вот тут тот самый боярин Морозов, глава правительства и царский дядька, совершил роковую ошибку. Он почему-то решил, что все, вопрос исчерпан, и дал команду стрельцам вот эту всю чернь из Кремля прогнать. А стрельцы, простые люди, тоже недовольны, им денег 2 года почти не платят или платят мало. Они все раздражены. Поэтому стрельцы боярина Морозова послали куда подальше. ОМОН отказался выполнять приказы. И, как писали летописцы, заявили, что стоят за правду и готовы вместе с народом, если надо, резать изменников. Начались погромы, громили дворы, громили амбары. Первым делом разгромили, естественно, все имущество самого боярина Морозова. Иностранцы, кстати, отмечали, что погромщики, на удивление, мало что брали. Ну, наверное, что-то брали себе, но не все. А многое бросали в огонь, разжигали костры. И говорили, что это все греховно, воровством нажитое имущество. Кое-что все-таки награбили, потом давали в церкви, что любопытно. Последствие же было потом. И у боярина Морозова пропал какой-то немыслимой стоимости золотой кафтан, шитый золотом буквально. Искали кафтан, нашли его в церкви. И он служил теперь окладом иконы. То есть сначала украли, а потом стало стыдно, и в церковь отдали его. От царя требовали буквально по списку выдать проворовавшихся наиболее чиновников, включая боярина Морозова. Царь, как пишут, с крыльца, со слезой на глазах, просил дядьку, который ему за место отца родного, отец уже умер к этому моменту, Алексея Михайловича, пощадить, а он взамен его отправит куда подальше в монастырь и больше к делам подпускать не будет. Царя молодого пожалели, Морозова отпустили, а троих приговорили к смертной казни. И вот, как я вам только что рассказывал, не каждый успел дойти до плахи. Растерзали буквально по дороге. Но надо сказать, что из соляного бунта, жертвы которого ограничились 3 лицами, царь сделал правильные выводы, что нужно менять законы, менять самоустроение. И в невероятные сроки, буквально за считанные месяцы, был собран представительный Земский собор, разработано соборное уложение, первое после реформы законодательства Ивана Грозного. И это соборное уложение, громадный кодекс законов Московского государства, действовал после этого 200 лет. Ну и самое главное, молодой царь с этого момента стал сам вникать в дела. Об этом я уже подробно рассказывал вам в лекции про Алексея Михайловича, повторяться не буду. Но я обещал сравнивать наши кровавые восстания 17 века с восстаниями 17 века в цивилизованной Европе. Поэтому во Франции я тоже нашел. Был соляной бунт по-французски. Немного позже, 1675 год, в Британии народ возмутился против новых налогов на гербовую бумагу. Помните, она у нас при Петре появится. И на соль. Восстание охватило многие города. Армию мушкетеров, тех самых, о которых мы только что говорили, вместе с пикинерами, отозвали из Германии, с зоны боевых действий. Там шла большая война. И армия расправлялась с восставшими, ну, буквально ведя себя как на вражеской территории. Ну, тогда же мы понимаем с вами, что Франция не была монолитной нацией. Бретонцы говорили на бретонском языке, это вариант кельтского. Смотрите гравюры в интернете. Бретонское восстание наберите 1675 года. Там очень любили вешать мятежников. Ну, не сооружать же виселиц, ресурсы тратить. Поэтому вешали на деревьях. И считалось особой лихостью, кто больше повесит на одном дереве. Тот, значит, эффективнее подавил местное выступление. Рекорд получили какие-то выдумщики, которые на одном дереве повесили 14 человек. Вот так как гирлянда и висела многие месяцы для устрашения до полного истления. А чтобы, например, в бретонских, так к вопросу о веротерпимости, чтобы в бретонских церквях не использовали высокие, красивые колокольни, как набат для созыва граждан, то эти колокольни просто все, ну, либо взрывали, либо просто разрушали. До сих пор очень много церквей в Бретоне. Церковь как церковь, только колокольня до середины, так раз.
И все. Вот видите, нет. Обрублено. Без колоколов. Ну, про медный соляной бунт в учебниках написано. Я вам еще расскажу про еще 2 бунта 17 века. Легко запомнить. Непонятно, почему школьникам про это не рассказывают. Эти бунты называются историками хлебные бунты. Произошли они вскоре после принятия соборного уложения, после соляного. 1650 год. Началось с того, что наши решили надуть шведов. Дело в том, что еще по итогам русско-шведских войн и смуты, и по итогам всех подписанных мирных договоренностей мы остались должны Швеции много денег. Где взять деньги? Торговались, в конце концов договорились, что расплачиваться мы будем не деньгами, а зерном, то есть хлебом. Ну, в Швеции же не хватает все время хлеба. Как бы всем хорошо. Но наши хитрецы решили действовать рыночными методами. Чтобы заплатить шведам поменьше, что надо сделать? Надо поднять цены на хлеб, создав искусственный дефицит, и по этим высоким ценам шведам хлеб и отправить. И сказать, ну просто подорожал хлеб, поэтому хлеб будет меньше. Ну, такая блестящая совершенно идея. Искусственный дефицит создали. Хлеб в Пскове, Новгороде резко подорожал. Ну как создали? Вот закрыли закрома все и не выпускали хлеб на рынок. Народ же кушать хочет, а хлеба нет. Хлеб подорожал, все это зафиксировали. И поехали бесконечные подводы в Швецию с хлебом. Идея, конечно, отличная. И о том, чтобы объяснить людям, что вообще происходит, не подумали. А теперь представьте себе. Хлеба нет. Стоит он бешеных денег. И тут неожиданно бесконечные подводы отправляются за границу. Народ подводы останавливает, говорит, это как вообще понимать? Ну, а там сидят на подводах чиновники царские, которые говорят, а что вы тут вообще? Что с быдлом разговариваете? Приказано весь хлеб псковский, новгородский отдать немцам, а не вам, псковичам. А если вы против, цитирую источник, кавычки, «Вы, де псковичи...» Пришли лучшие люди на переговоры с ними. Вы, де псковичи, лучшие люди, так изберите из вас самых лучших людей, коих из вас надо и повесить. Налицо измена. Правильно? Но Псков – это вам не Москва. Не на тех напали. Высокий уровень самоорганизации, еще помнят Псковское вече. Моментально, никаких челобитчиков. Псковичи тут же самоорганизовались. Город закрыли, ключи от ворот отобрали у стражи. Воеводу арестовали, посадили под замок, обвинив в измене. Как грамотно. Хочет город сдать шведам. Изменник. Ну, а народу, как пишут в документах, раздали много пороху и свинца. Вот тут я обращаю ваше внимание. Если псковскому ополчению раздали порох и свинец, это означает, что оружие-то у них было. Современное американское законодательство, с которым будет сейчас Трамп разбираться, вы знаете, помимо абортов, там вторая проблема – ужесточать, либо еще более смягчать правила продажи оружия. Видимо, в Пскове с этим проблем не было. То есть оружие не раздавали. Раздавали людям порох и свинец. Все были вооружены. Ровно то же самое произошло и в Новгороде. Там воеводе повезло. Он избежал счастливого ареста, потому что прятался у митрополита. А митрополитом в этот момент в Новгороде был небезызвестный будущий патриарх Никон. Никон пошел объясняться с народом, вышел, но как-то ему не очень у него получилось, потому что потом Никон отправил царю следующее жалобное послание. Я прочитаю, чтобы вы поняли стилистику 17 века. После встречи с новгородцами. Кавычки. «И они меня ухватили со всяким бесчинием, и в те поры меня бранили всякою неподобную бранью и ослопом, то есть дубиной, и ослопом в грудь ударили, и грудь расшибли, и по бокам в кулаки били». Жуткое дело было. Когда новгородцев потом призовут к ответу, что вы руку подняли на митрополита, они объяснили, из объяснительной кавычки, «А при всем народе Никона митрополита обличила силой Божией. Силой Божией ударила его и всего раздробила». Ну, она не раздробила, но, видимо, помяла немного. Чудо! Божья воля его покарала. Но, в общем, воевода спрятался у Никона. Никон, бедолага, тоже пострадал. Но зато не повезло случайно оказавшемуся в Новгороде дипломату, датскому посланнику, которого приняли, видимо, за главного заговорщика.
который все это сорганизовал. Его жутко избили, раздели до нитки, ограбили и где-то там бросили в канаву. Чудом жив остался. В общем, в Новгород был отправлен с войском из Москвы князь Хованский, племянник самого Дмитрия Пожарского. Популярный человек, он был жертвой, как бы сейчас сказали, репрессий, потому что он попал в опалу при боярине Морозове до соляного бунта. А сейчас его из опалы царь вернул. Значит, если он репрессированный, значит, он честный, значит, за народ. Ну, в общем, Хованский в Новгороде, надо сказать, что действовал не по букве соборного уложения, а только что принятого. Потому что по букве там такой был перечень преступлений, за которых надо казнить смертью, невероятно, от описки в титуле. Он действовал по духу соборного уложения, то есть разбирался с конкретными случаями измены. И в результате, по решению Хованского, в конце концов, 2 наказали, новгородцев, 2, я подчеркну. Одного били кнутом, а 2 казнили. Эти 2 новгородца были те самые, которые напали на обладающего иммунитетом датского посланника. Каким-то образом вычислили. Причем тот, которого казнили, оказался ни много ни мало городским палачом. Представляете? Это, как говорится, издержки профессии. Больше никого не казнили. 1 человек казнен по итогам такого масштабного бунта в Новгороде. Потом Хованский отправляется с войском в Псков. Но там не все так просто. Псковичи закрыли ворота. Даже встретили, говорят, выстрелами холостыми из городских пушек. Тогда Хованский взял Псков в осаду и доложил в Москву, что делать. Штурмовать ли собственный город. Алексей Михайлович проявил хитрость и решил оказать на псковичей политическое давление. Был созван Земский собор, он, в общем-то, и не распускался особо. Да собрали людей, и Земский собор вынес постановление о том, что все они бунтовщики, изменники. И когда псковичи узнали, что они осуждены не просто какими-то воеводами или неправильными городскими чиновниками, которые вывозили хлеб и над ними издевались, а всей землей, то покаялись, ворота открыли. И после этого, как говорят, епископы были туда направлены, которые весь город заново приводили к присяге, все крест целовали, верности царю-батюшке. Хованский снова провел следствие. Следствие выявило на этот раз 10, не 2, а 10 зачинщиков бунта. Казнен был 1, а 9 вместе с семьями высланы в Сибирь. Ну, как мы понимаем, тогда высылка в Сибирь не совсем то, что мы себе представляем впоследствии. Вот на примере того самого боярского сына Плещеева, который тут же сделал карьеру в Томске, да, ссыльный. Не исключено, что там все было не так страшно. А по поводу осуждения бунтовщиков Земским собором, после чего они открыли ворота, вот это был авторитет высшего законосовещательного органа власти. Вот представьте сейчас, боже упаси, бунт какой-нибудь, не дай бог, ну что-нибудь неважно. Государственная дума принимает постановление. И бунтовщики сразу каются, крест целуют. Госдума приняла же постановление, что они бунтовщики. Все. Никаких войск не надо. Кстати, под стенами Пскова стояли не только стрельцы, но и полки наземного строя, рейтарские полки. Вот главный наш рейтар, это научный директор Музея военной формы Антон Глинкин. Антон, расскажите, чем рейтар отличался от стрельца, в чем его прелесть, эффективность и особость по сравнению с западноевропейским войском той поры? Принципиальное отличие рейтара от стрельца – то, что рейтар – это сын боярский, фактически титулованный человек, потому что рейтары – это конница полков нового строя, созданная по европейскому образцу. Основное оружие рейтарских полков – огнестрельное, карабин и 2 пистолета в вольстрах впереди седла. Задача рейтар – умеренным аллюром подъехать к строю пикинеров, к строю мушкетеров, ощетинившегося пиками, и плотным метким огнем этот строй проредить. После чего туда уже могут врубаться кирасиры, туда уже могут
на фланге заезжать гусары, то есть задача огнестрельным оружием нанести противнику максимальный урон. Царь Алексей Михайлович отдавал достаточно большое количество времени своего царского и внимания ритарским полкам. Расцвет ритарских полков пришелся на вторую половину 17 столетия. В 1651 году был создан ритарский приказ. Вот смотрите еще раз. Вот вы кино смотрите, там стоит пехота, в зависимости от эпохи, с пиками, копьями, а конница на них, и там ужас, кони, кровище. И я всегда задумывался, что дураки, что ли, вот зачем? На копья лошадьми никто так не воевал. Подъехали, из 2 пистолетов выстрелили, карусель, и по кругу уехали. Делают круг, а стреляют следующий. И вот так они кружат, перезаряжают перед строем, пока строй не рассыпется. Строй рассыпется, и тогда проламываются только. Никто на рожон не лезет. Лошадей жалеют. Именно так. Именно так. Поэтому наши выставляли против польских гусар рогатки или телеги, и от них отойти чуть-чуть. Но тогда же стрельба не прицельная. Чтобы со своей стороны они подъехали, а у стрельцов ружья, они дальнобойнее, чем пистолеты. Конечно, безусловно. Поэтому ты подъедешь, ты до меня не достреляй. Ну, там расстояние примерно вот как до той двери. Дальше точно было стрелять бессмысленно. И все. И у рогаток в этих иноземных всадников расстреляли. Вот простая такая тактика. Она эффективнее, чем тактика пикинеров, потому что пика – это на 5-7 метров. Тебя только защищает, и все. Это так. И Алексей Михайлович писал ритарским полковникам, командиров полков. Ну, цитировать это сложно, но весь смысл сводился к тому, что не надо стрелять издалека в белый свет, как в копеечку, а подъезжайте к строю, стреляйте прицельно, в упор, дабы нанести максимальное противнику поражение. Примерно так это звучало. Полки ритарские стали очень популярны, а популярность заключалась в чем? Поместная дворянская конница, конно-людное оружие выставлялось за собственный счет, с собственным вооружением, на собственных лошадях и с собственными еще людьми, которых положено было приводить. В ритарских полках было несколько иначе. Лошадь, вооружение, снаряжение давала казна, жалование было выше. Поэтому несколько полков поместной дворянской конницы было переформировано в ритарские, чем, собственно говоря, личный состав остался весьма доволен. Необходимо сказать, что к концу 17 столетия насчитывалось около 25 ритарских полков, но это было для страны очень дорогое удовольствие. Порядка 35 тысяч рублей обходилось содержание полка в год. Это с лошадьми, с жалованием, со всем снаряжением. Бандирование, оружие, да? Да. Царь Петр Алексеевич ритарские полки переформировал в драгунские. Но несколько полков, еще будучи ритарскими, участвовали в самом начале Северной войны. Самый последний полк был расформирован в 1719 году в городе Киеве. Последний ритарский шквадрон из Рославльской шляхты был расформирован уже в самом начале царствования Екатерины II. Но это скорее по списочному составу. Но фактически не созывался и не выезжал в строй. Поэтому у ритар вот такая больше, чем столетняя история и была в русской армии. Благодарю вас. Медный бунт. 1662 год. Уже тянется давно война с Польшей. Дорогое удовольствие. Видите, сколько в мирное время стоит содержание полка. Военное больше. Хуже того, дворянские имения, а вся эта кавалерия, ритары, все дворяне. Сотники стрелецкие дворяне. Служилые люди засыпают царя челобитными, имения разорены, крестьяне бегут. Что делать? Мы не можем годами на войне сидеть. Жить не на что. Правительство предпринимало разные косметические меры. Раньше, например, беглых крестьян никто не искал. Тебя убежали, сам ищи твои проблемы. Тут появилась государственная сыскная служба, которая помогала в отсутствии помещика по жалобе пытаться кого-то найти. Царь стал брать деньги в долг у всех, кого можно, даже у монастырей. Росли налоги, но денег все равно нет. Но вы держитесь, как говорится. И тогда в Кремле родилась очередная нетривиальная идея, как решить финансовые трудности, вызванные затянувшейся войной и вот всеми этими бедствиями. Кстати, идея очень хорошая, опередившая свое время. Мы плохо знаем, кто был, собственно, авторами, но почему-то главным автором считается Федор Ртищев. Я про него отдельно расскажу в лекции, посвященной суперзвездам 17 века, но имя это запомните – Федор Ртищев.
А идея была простая. Поскольку деньги в обиходе тогда были какие? Серебряные, ну и золотые, естественно. Ну, золота совсем мало. Серебряные в основном. А серебро откуда? Из-за границы. Правильно, все серебро из-за границы. В России того времени ни золотых, ни серебряных приисков не было. Это Колыма, это все потом. Серебро все из-за границы, главным образом из Германии тогдашней, сегодня это Чехия, таллеры, или Йоханнес Таллеры, ну и многие другие варианты серебряных монет, которые чеканились из добытого в Европе серебра. Обычно эти серебряные деньги, которые поступали в обмен на наше сырье и товары, казна получала и ставила сверху новое российское клеймо, и это уже называлось рубль. Это уже были отечественные деньги. Пыталась, кстати, на весе серебра чуть-чуть сэкономить. Там было много всяких нюансов, но идея была простая. Давайте наравне с серебряными запустим и медные деньги. Меди у нас полно. Медь стоит в десятки раз меньше, чем это импортное серебро. На медные монеты мы будем ставить точно такие же клейма, как и на серебряные. И будем медью выдавать жалования, запустим в оборот. Фактически медные деньги, видите, внешне почти ничем не отличаются. Они будут стоить по номиналу столько же, сколько серебряные. И у нас появится свой национальный эмиссионный центр. Печатать этих денег будем столько, сколько государству потребно. И все свои проблемы таким образом решим. Ну, отличная идея. То есть те же самые бумажные ассигнации. Только 17 века. Кстати сказать, даже это честнее, чем бумажная ассигнация, потому что худо-бедно медь стоит денег. Чистая медь особенно, в отличие от бумаги, на которой печатаются сейчас бумажные деньги. Ассигнация в 10 рублей. Это уже позже Российская империя. Тогда еще писали: ассигнация обеспечена 10 рублей ходячей монетой. То есть, опять же, серебром. Ходячей монетой. Тоже после войны, особенно и в канун войны 812 года, была диспропорция курса. Мы не хотели брать ассигнации 1 к 1 к серебру. И потом министр Конкрин, знаменитый финансов, выравнивал этот курс. Но идея вот такая же. Ассигнация – это есть просто для удобства замена тех же самых серебряных денег. А вот самая знаменитая ассигнация. Это, между прочим, не просто доллар, а так называемый серебряный доллар, который действовал в США до 1968 года. Его можно было поменять на серебро по фиксированному курсу 1 к 1. Он обеспечен полностью количеством серебра в казначействе США. А вот еще более редкая вещь. Золотой доллар, отмененный Рузвельтом, меняется на золото по фиксированному курсу. Это бумажка. Представляете? Сегодня. А вот современный доллар, он ни на что не меняется. Потому курс у него плавающий. Вы нигде не поймете, чем он обеспечен. Американцы честные люди, они так честно и пишут на нем. Ну, просто это legal tender note, то есть официальная платежная бумага, выпущенная Федеральной резервной системой, не государственным органом. Федеральная резервная система – это банковский союз. Обеспечена доверием к Соединенным Штатам. Вот наш золотой червонец, кстати, советский, напрямую золотой. А вот советские 25 рублей, которые мы забыли. Это, конечно, все было непросто. И напрямую сделать это частным лицам было нельзя. И мы не обращали на это никакого внимания. Но прочитайте внимательно, что написано на советских деньгах было. Обеспечен золотом, драгоценными металлами и всеми активами Государственного банка СССР. То есть идея была такова, что объем денежной массы обеспечивался материальными активами, международно признанными Государственного банка, и не мог их превышать. Ну, дальше. Серебряный рубль Российской империи, ну, просто серебряный, в отличие от ассигнации, приравненной к серебряному рублю. А это то, что ничем не обеспечено. Это как раз к вопросу, когда начинается бешеная инфляция и несоответствие товарной массы количеству денег, находящихся в обороте, то тогда и появляются разного рода талоны на сахар, кто постарше помнит, талоны на водку, на любые продукты талоны. Я помню, так как продуктов не было вообще, они были где-то в закромах, выдавали их по справке. Как повод был для получения продуктов сверхнорматива, сверх имеющегося у тебя талона, либо карточки москвича, по которой можно было получить сколько килограмм сахара, молока, сколько-то литров водки в месяц. Это все времена перестройки. Я напоминаю, кто помоложе. Карточка москвича, с которой ты идешь в магазин. А деньги ничего не значат. И можно было получить сверхнорматива, предъявив 2 справки. Или справку о свадьбе,
или справку о похоронах. Тогда на свадьбу либо на похороны отпускали дополнительно, тоже по нормативу. Я вот помню, у меня скончалась бабушка, и мы получили справку о смерти. Вот с этой справкой я объехал несколько магазинов, хитрым способом справку не сдавал, показывал, поручал товар. Справку забирал себе и ехал в следующий магазин. Так мы создали в семье небольшой запас. Страшно вспомнить, но вот так оно и было. Что произошло в 17 веке? Идея была отличная. Как всегда, реализация ее подкачала. Действительно, зарплату, жалования стали выдавать медными деньгами. Но при этом налоги продолжали требовать платить серебром. Это как вообще? То есть зарплату вы мне в рублях, а налоги долларами. Так не бывает. Это раз. Во-вторых, надо было разобраться, наладить систему, кто эмитент. В Московском царстве было 5 эмиссионных центров или 5 монетных дворов, которые плохо друг с другом общались и плохо коррелировали планы выпуска медных денег. Причем, по-моему, 2 или 3 двора в Москве, где-то там как раз в Новгороде, еще где-то. Поэтому развелось страшное количество фальшивомонетчиков. Много меди было на руках у богатых людей. Если у тебя есть медь своя, то что надо сделать? Потому что себестоимость меди намного меньше, чем серебра, в десятки раз. То надо просто украсть клеймо государева с монетного двора. Или там как-то договориться, работать во вторую смену по ночам. Принести свою медь, и из нее там тебя нашлепают медных денег. И все. Говорят, даже тесть царя, боярин Милославский, был главной крышей всех московских фальшивомонетчиков. У него буквально во дворе в центре Москвы стоял альтернативный заводик по производству денег. И, имея административный ресурс, министр нескольких министерств во дворе буквально печатал деньги. Естественно, после этого курс 1 к 1 уже не держался. Сначала стали менять деньги 1 к 2, 3, к 10, к 15. И никто не хотел брать медные деньги в оплату за товары. Торговля встала. Народ обнищал, особенно в провинции. Дальше кто виноват? В глазах народа тот, кто на этом богатеет. Если мы видим глазами, кто-то богатеет, когда всем плохо, вот они, значит, и виноваты. И вот в Москве произошел взрыв, в буквальном смысле народного возмущения. Поводом стало появление так называемых подметных писем. Как-то рано утром на рассвете в центре Москвы, на столбах, в разных общественных местах, как бы сейчас сказали, появились прибитые письма, написанные буквально под копирку, примерно одинакового текста, где излагалась суть проблемы. А суть в чем? Что все вот это бедствие, которое, люди добрые, с вами происходит, дороговизна, ненастоящие деньги, это все не просто так. Это все измена. Тут сразу приплетали политику. Это измена, потому что царя окружили бояре, кои вступили в преступный сговор с поляками и шведами, и специально все это придумали, чтобы бросить страну в пучину кризиса и проиграть войну. Быстро-быстро подписать позорный мир. В общем, 5-я колонна. Царь-батюшка, где молится за народ, но не знает, что деется в окружении. Поэтому необходимо изменников призвать к ответу, а царю всю правду рассказать. В общем, нужно поддержать царя. Ударили на колокольнях в набат, и летом 1662 в Москве медный бунт. Царь тем временем находится в Подмосковье у себя в резиденции, в Коломенском. Он стоит в церкви, обедня, утренняя служба. В Коломенском подходит огромная толпа, 5 возмущенных москвичей, среди которых, кстати, и стрельцы тоже. Не так, чтобы сильно охраняется Коломенское, какой-то забор. Естественно, ворота просто сносят. Толпа заходит на территорию царского села и требует государя. Мол, хотим челобитную подать. Кстати сказать, вот это все происходящее, это не бунт. Это называлось челобитие, разговор царя с народом. Однако в документах было зафиксировано: били челом царю с большим невежеством. Это означает, что с царем разговаривали одновременно не один, а несколько человек, кричали, перебивали друг друга, а толпа в этот момент с воплями и бесчинием, криками своих переговорщиков поддерживала. Требование было простое: налоги снизить, изменников, которые вот это все задумали, выдать. Среди изменников называли, естественно, и Федора Ртищева, которому приписывалось авторство реформы. Царь его очень ценил. И многие другие сподвижники. Алексей Михайлович вышел к толпе
пообещал, как говорили тогда, учинить розыск и указ. Надо сказать, что народ отнесся к этому с недоверием. Видимо, уже были доведены москвичи. А так как царь находился буквально с ними рядом, то кто-то из толпы кричал: «Чему де верить?», а кто-то прямо-таки на царском платье крутил пуговицы. Но кончили миром. Алексей Михайлович даже с кем-то буквально ударил по рукам. Написано: «Дал им на своем слове руку». То есть буквально с кем-то из толпы царь рукопожатием скрепил договор. Обещаю, разберусь. Ну, после этого успокоенные восставшие отправились обратно, а навстречу им из центра Москвы движется еще большая толпа с кольями, с оружием, с пиками. В Москве уже прошли какие-то погромы, что-то у кого-то украли, поймали какого-то сына местного олигарха, который с перепугу признался, что отец его с деньгами уехал в Польшу. Он где-то прятался там в сундуках. А зачем он уехал в Польшу? К хозяевам поехал своим. Изменник, но это же очевидно совершенно. Бежал польский шпион. Они этого сына схватили. Перевозбужденная толпа говорит: «Вы что, успокоились? Там измена, а вы обратно возвращаетесь. Пошли назад». Все разворачиваются, и уже огромная толпа вооруженная двигает в Коломенское. Тем временем к Коломенскому были подтянуты стрелецкие полки на задний двор. Толпа опять выходит на площадь. Уже царь к толпе не выходит, посылает своих представителей, говорит: «Ну, мы уже обо всем договорились, вы что пришли? Давайте расходитесь, государь разберется». Расходитесь, толпа не расходится, напирает. И тогда дается приказ стрельцам, а стрельцы уже другие, не те, которые были во время соляного бунта недокормленные и бедные. Это уже элитные войска с массой привилегий. В общем, власть-то делала выводы, что экономить на ОМОНе и ФСО нельзя. А они секиры достают и начинают теснить эту толпу, рассекать ее в разные стороны. В общем, давка, кого-то стали рубить, кто-то побежал к реке, а плавать никто не умеет, поэтому потонуло страшное количество народу, которое оттеснили в реку. В общем, никто не считал, но до 1000 человек при разгоне этого несанкционированного митинга в общей сложности погибло. А потом стали хватать всех участников по доносам, следственная комиссия. Кто там выступал, кто громче всех с невежеством орал на царя, били кнутом нещадно, отсекали уши, клеймили буквой «Б» в лоб, либо в щеку. Бунтовщик высылали в Сибирь. Бунт действительно жестокий и подавлен был жестоко. Война вообще-то шла, я так напомню, военное время. А что в это время происходило в Европе так для разгрузки? 1685 год, Англия. Кто-нибудь читал «Одиссея капитана Блада»? Читали? О, хорошо. Блад – это врач-ирландец, который оказал медицинскую помощь кому-то из ирландских восставших. За это был отправлен на Барбадос. Это не курорт, а очень жестокая каторга. Билет в одну сторону. И стал там пиратом, сбежал. «Одиссея капитана Блада», Сабатини. Недавно, кто следил за новостями, вроде все уже изменилось, и Англия уже не та, и все другое. И тут во время выборов в английский парламент возникает скандал. Выясняется, что одного действующего парламентария в декларации указал, незамысловато, на Барбадосе 250 гектар плантация. Причем это исторически плантация, на которой самое жестокое рабовладение, как потом писали в газетах, тысячи и тысячи несчастных каторжан, англичан и ирландцев за последние века погибли. А принадлежит все члену парламента Ричард Дракс. Дело Дракса так и называлось. Ну, Дракс сказал: ничего, я готов продать. Нет проблем. 8 миллионов долларов. Пытался продать, по крайней мере, эту плантацию правительству Барбадоса. Но это так, отступление. А что было в это время? В Англии восстание или бунт Монмута. Монмут – это незаконнорожденный сын английского короля. Незаконнорожденный, но признанный. Признанный отцом, получивший герцогский титул. Ну, на каком-то этапе он и его сторонники решили, что они имеют больше прав на престол английский после смерти отца, чем брат, соответственно, дядя этого герцога Монмута. Мятеж, война. Мятеж подавили. Монмуту, даром что сын короля, отрубили голову. Сколько восставших там перебили в процессе подавления мятежа, естественно, никто не считал. Но интересно другое. После того, как восстание было подавлено очень жестоко, начала работать английская следственная комиссия, правовое государство. Поэтому там все по-серьезному. Королевский суд, юстиция,
судьи в париках, сидят в мантиях, заседают. Но как работала королевская юстиция? Один пример. Королевский суд в старом добром Винчестере рассматривал дело леди Лайл. Леди – это жена знатного сэра. Леди Лайл, совсем старуха по тем временам, лет около 70, предстала перед королевским судом за то, что на ночь приютила, двух беглых. За это королевский суд по закону эту леди приговорил к сожжению на костре. Но потом все-таки решили, когда уже приговор был подписан, все-таки добрая страна, потом проявить милосердие и просто отрубить голову. Ну и отрубили. На ночь приютила двух беглых. Но это действительно был жест милосердия, я не иронизирую, потому что стандартный приговор английского суда за помощь либо сочувствие мятежникам, наказанием было четвертование и потрошение. Четвертованное тело вскрывали, внутренние органы изымали, и куски развешивали на разных местах для устрашения. Четвертовано и выпотрошено было 300 человек. Эти все документы хранятся. Ну а все 1000 остальных отправлены туда же вместе с Питером Бладом, дорогой Сабатини, в одну сторону на Барбадос. А вы говорите «медный бунт». Вскоре после подавления бунта медные деньги отменили. Так и было сказано в указе, «Чтоб еще чего меж людьми о деньгах не учинилось». Начались переговоры с Речью Посполитой. Действительно, война, все устали. И все это закончилось через несколько лет Андрусовским перемирием, о котором я вам рассказывал в лекции об Алексее Михайловиче. Ну, еще, наверное, одно заключительное восстание, о котором стоило бы рассказать. Вы нам думаете, что о Степане Разине? Нет. Степан Разин – это будет отдельная наша беседа, отдельный рассказ, потому что это слишком эпохальное событие. Я еще расскажу немного о Соловецком сидении, о знаменитой осаде Соловков, центра староверия, старообрядчества на Руси, как это проходило и чем закончилось. Но поскольку на Соловках было как раз очень много беглых казаков-разинцев после подавления разинского возмущения, то я сейчас попрошу, чтобы казак тоже о себе немножко рассказал, как выглядел, одевался и вооружался соловецкий сиделец из казаков. Добрый день, друзья. Сразу хочу сказать, если когда-нибудь вам зададут вопрос, кто такой казак, не отвечайте. Это провокационный вопрос, всегда уточняйте, какой. Документы 17 века подарили нам разные названия казаков. В первую очередь, это служивые люди московского государства, городовые казаки. Они отличались от стрельцов только тем, что получали свое жалование из муниципального бюджета, а не с федерального. Их задачей была охрана городов. Но также в 17 веке мы встречаем беломестных казаков. Это прямой аналог нашей поместной конницы, когда человеку не выплачивают жалования, а дают землю, с которой он служит. Единственная разница от помещиков – это то, что беломестный казак не мог занимать ведущие роли в армии, то есть он не мог быть командиром. Все мы знаем казаков-первопроходцев, людей, которые присоединяли новые землицы, добром и лаской, как просил Алексей Михайлович, а не жесточью. Ну и также есть такой термин «польские казаки». Это люди, которые полюют, то есть ездят в поле. Вот как раз категория польских казаков – это те поселенцы военные, которые селятся на территориях, не контролируемых ни одним государством. Самоорганизуются, производят некий продукт и могут его защищать. Все категории казаков бунтовали. Правильно сказал Владимир Ростиславович, Сибирь – яркий пример, когда казачество поднимало Томскую шатость, Красноярскую шатость. И наша первая Брестская крепость, Албазинский острог на Амуре, начиналась тоже с воровских казаков. Да, извините, забыл сказать, этих казаков называли воровскими. Так что все казачество когда-то поднимало бунты против государства. Сегодня я перед вами предстал в облике донского казака, и сразу скажу, что непростого. Я все-таки элита донского войска, атаман. По одежде это определить очень легко. В принципе, фасончик был всегда один и тот же в 16-17 веке, но качество материалов разнилось в зависимости от твоего социального статуса. И вооружение. Мы всегда по кинофильмам привыкли, что казак – это шашку до коня, да на линию огня. В то время кони – это дорого.
Поэтому большая часть документов 17 века доносит нам информацию о казаках как о пеших войнах и судовой рати. Вы знаете, абордажный бой подразумевает под собой все-таки короткострельное оружие. Это пистоли, которыми пользовались наши рейтары. И холодное оружие. Казаки сами его не изготавливали. Как правило, приобреталось у противника. И, соответственно, сегодня я вам продемонстрирую. Это реконструкция сабли 17 века, которая называется клыч. Это типично восточное оружие. Ну и на голове у меня, как вы видите, тоже не совсем русские атрибуты, русская шапка, которую мы видели на нашем стрельце, а вот то, что у нас называлось куфейка, ну, а на тюркском языке тюбетейка. Все, спасибо огромное, друзья. Когда мы говорим о казаках не как о государевых людях, получающих жалования из муниципального бюджета, а как уже о лихих людях, которые как бы на самообеспечении находятся, то действительно казак в первую очередь на реке, на стругах. Вот он такой, с пистолетом, с саблей, шпагой. Никого мне напоминает? На корабле лихой. Джек Воробей. Казак. Он так и есть, только тот на большом корабле, а наши на поменьше. В принципе, примерно то же самое. Но это когда не на государевой службе. Так вот, Соловецкий монастырь – государство в государстве. Соловецкому монастырю принадлежат огромные земли. Это такой комплекс хозяйствующий, большой. Центр всего Поморья. Центр и административной, и духовной жизни, хозяйственной и, в общем-то, интеллектуальной жизни. Монахи на Соловках всегда считали себя особыми. Природа очень красивая и очень жесткая. Так жить там тяжело. Требует особой воли, выучки, кооперации. Умеют братья помогать друг другу, поддерживать. Они гордились своим самоуправлением всегда. Они сами себе голова. А тут начались вот эти церковные реформы. Сначала прислали на Соловки исправленные богослужебные книги по Никоновской реформе. Собрался совет монастыря, старцы. Почитали они эти книги, посмотрели. Сжигать не стали их. Убрали куда подальше. Не Божье это дело. Будем служить по старым книгам. Просто проигнорировали реформу. И вот 10 лет власть так ничего не предпринимала. Везде в стране новый обряд, а на Соловках все по-старому. Старцев уговаривали какое-то время, писали письма, присылали гонцов, но Соловки жили своей жизнью. Всех этих ваших нововведений мы не принимаем. Тут любопытный парадокс. Дело в том, что Соловки не только монастырь, но еще и место ссылки, как бы сейчас сказали, на перевоспитание. На перевоспитание. Кого туда ссылали? Наиболее упорных ревнителей старой веры. Точнее говоря, старого обряда. Никто их там не перевоспитывает, наоборот. Берут как своих. Поэтому там все больше и больше концентрация пассионарных старообрядцев. И вот, в конце концов, в 1667 году в Москве собирается церковный собор, у которого две главных задачи. Первая – суд над Никоном, официальное низложение патриарха, избрание нового. А второе – главнейшее решение церковного собора – перейти к решительным мерам. Всех старообрядцев предать анафеме. Всех, кто не принял реформу. Соответственно, Алексей Михайлович направляет на Соловки нового архимандрита, который должен навести порядок, но братья его не принимают. Хочет жить по-старому. И вот, в конце концов, после длительной переписки между Москвой и Соловками, после понимания того, что никогда монастырь не подчинится новым регламентам, власть решает перейти для начала к экономическим санкциям. На Соловки отправляется отряд стрельцов, 150 человек. Они блокируют подвоз продовольствия, и у монастыря отбираются все земли. Мол, привыкли жить вы хорошо, а теперь вот помучайтесь. Но все равно монахи от обрядов своих старых не отрекаются, блокада не получается, все равно везут им продовольствие. Длится это несколько лет. Но все говорили, что те, кто были внутри монастыря, жили даже лучше, чем стрельцы снаружи. Это очень сильная крепость. В ней, кстати, помимо монахов, большое количество пороха, пищалей, пушки. Ну и в целом около 500 человек, которые могут держать оружие. Гарнизон. Поскольку стрельцы не получили приказа воевать, они и не воевали. Вяло имитировали действия, вели вялую осаду. Прошло несколько лет, потом прислали уже большое стрелецкое войско, более 1000 стрельцов, с приказом навести порядок. Чем ответили монахи?
Точнее говоря, давайте немножко так поменяю. Сначала прислали новых командиров, которые попытались заставить эти 150 стрельцов перейти к активным действиям. И тогда монахи ответили на это жестко. Они заявили, что с этого момента, а прошло 5 лет, они более за этого царя молиться не будут. Но тут уже решили в Москве, это совсем перебор. И после этого присылается 1000 боевых стрельцов с приказом Крамолу извести. Идет перестрелка. Опять же, сильная крепость. Взять крепость эту практически невозможно. В конце концов, решило предательство делать. Кто-то там из монахов указал подземный ход. Стрельцы проникли вовнутрь. Казнили. Очень много казнили соловецких сидельцев. Жестоко расправлялись, уже взяв монастырь. Ну, кто-то разбежался из монахов. Весть о взятии, наконец, Соловецкого монастыря пришла в Москву уже, когда Алексей Михайлович умер. Он об этом так и не узнал. По всей стране падение Соловецкой твердыни было воспринято, ну, просто это однозначное свидетельство того, что близится царствие Антихриста, что уже подошли к самому пределу. Вот, собственно, после этого и начались массовые самосожжения, уходы в леса, на север. Соловки пали, плохо все. Зима близко. В таких обстоятельствах и Федор Алексеевич, и Софья пытались как-то навести порядок. Но если вы думаете, что-то у нас так и жестоко, и религиозная распря заканчивается кровавым финалом, то я не могу вам не рассказать еще о 2 религиозных столкновениях. Ну, просто как пример, их были сотни того же самого времени. Тоже между сторонниками разных обрядов, между католиками и протестантами. Вот, например, Германия. Земля Саксония-Анхальт. Столица город Магдебург, который все мы знаем, это родина магдебургского права, базовых принципов городского самоуправления, городской демократии. Только в таком контексте его и вспоминаю сегодня в европейских учебниках истории. Но есть еще гораздо более известное историкам понятие, которое называется «магдебургская свадьба». Это как раз 17 век, когда Магдебург – это протестанты. И вот имперская католическая армия Священной Римской империи осаждает Магдебург и берет его. Ну, понятно, что город сгорел дотла. 30 тысяч населения Магдебурга. Мужчин убили всех. Известно только, что монахи спасли, я не знаю, католики, протестанты, католики, наверное, были же нормальные. Они спасли 15 детей, мальчиков, из всех мужчин. Женщин спаслось 5000. Я так понимаю, видимо, их было около 15, если так посчитать. То есть спаслись только привлекательного возраста женщины. Их всех оттащили в лагерь в католическую армию. И началась знаменитая магдебургская свадьба. Многодневная. Понимаете, какая? Так дошло до того, что приехал фельдмаршал имперский и, пытаясь остановить это бесчинство, приказывал хоть кому-то из солдат жениться, чтобы это выглядело хоть как-то прилично. Вот это магдебургская свадьба. Но это не думайте, что католики злые, протестанты добрые. Я могу вам привести обратный пример из той же эпохи. Протестанты режут католиков. Самый у нас пассионарный протестант Кромвель. Кромвель в Ирландии наводит религиозное согласие. Режет католиков-ирландцев. Крепость Драгеда. Население 4000. В живых остается 30. Мы знаем точно это число, потому что их-то и продали в рабство на Барбадос, а в остальных нет. Уинстон Черчилль по этому поводу писал в своей истории Англии. За взятием города последовала столь беспощадная резня, что она потрясла воображение современников даже по нравам того сурового времени. Все были преданы мечу. Никто не избежал смерти. Убивали и священников, и монахов. Кстати сказать, если немцы хоть женщин как-то оставили себе для развлечения, то железнобокие пуритане Кромвеля были людьми принципиальными, строгих нравов. Насиловать католичек – большой грех. Они брезговали. Они их всех убили. Вот так.
Это о других бунтах, бессмысленных, беспощадных. В русских бунтах тоже, конечно, было много беспощадного. Я говорил об этом в нашей беседе о Пугачеве. Беспощадного, наверное, много, а бессмысленного не сказал бы. Ведь на самом деле народ других форм, других вариантов регулирования общественного договора, кроме топора, красного петуха, и не имел. Это сейчас хорошо рассуждать, то надо было крестьянам и казакам, обиженным, служилым, нанять адвоката, обратиться в суд, заплатить госпошлину. Суд бы принял справедливое решение. С одной стороны, власть принимала какие-то усилия для справедливого, как хотел Алексей Михайлович, мироустроения и принятия соборного уложения, можно было бы сказать, большой шаг к правовому государству. Но все равно никто не мог избежать насилия, жестокости. Я этого, конечно, ни в коем случае не оправдываю, но хочу сказать, что свой вклад как раз вот в это мироустроение, когда хоть как-то можно жить, все вносили, кто как мог. Правящее сословие, как оно могло, а простой народ давил, чтобы понимали власти, что лучше революция сверху, лучше сверху что-то менять, иначе будет совсем тяжело. Это, кстати, всегда актуально, как мы понимаем с вами, да, не только для 17 века, а для всех времен. Еще о чем хотелось бы сказать. У нас стало модно говорить о том, что этот бунтажный век – это все, мол, свидетельство слабости молодого русского государства, которое не могло с этим совладать, каленым железом, выжечь это все. То есть сила государства ассоциируется, отождествляется с силой карательно-репрессивных органов. Все эти бунты были от того, что государство русское было слабым. А вы знаете, я подумал, а разве может слабое государство вести многолетнюю войну с лучшими армиями, со шведской, с польской, турецкой, побеждать, отмобилизовывать силы, успешно противостоять соседям, расти, шириться, развиваться, и при этом оно не может справиться с этой Томской республикой? Да нет, конечно, на самом деле не стыкуется. Мне кажется, что можно посмотреть на эту проблему наоборот. То, что так много было бунтов тогда, с которыми так мягко обходились в большинстве своем, отсутствие карательного аппарата, мощного, репрессивного, это как раз свидетельство не слабости, это свидетельство силы государства. Только другой силы. Силы духовной, силы какого-то внутреннего стержня, понимания, кто есть государь, у кого какая роль, кто чем должен заниматься. Поэтому, собственно, репрессивный аппарат большой не требовался, равно как и чиновничек. Власть сидела не на штыках. Помните, как Наполеон говорил, штык – отличная вещь, чтобы захватить власть, но на нем чертовски трудно усидеть. Вот власть 17 века сидела не на штыках. У русских императоров не было охраны до Александра II, которого, кстати, она не защитила. И мы помним с вами, что Николай I каждое утро гулял по набережной рядом с Зимним дворцом с собачкой. И все это знали и раскланивались с ним. А рядом шел один офицер дежурный. Все. В голову не приходило, что императору с охраной. Это что говорит о слабости репрессивного аппарата Николаевской империи? Не хватало ему штыков, чтобы его сопровождали. А сейчас вот Пашинян ехал на велосипеде здесь по набережной, я смотрел. И сколько там, помните, да? 2 джипа. И себя показывал так, на фоне реки. А там спереди джип, сзади джип, и сбоку 2 джипа, такая коробка с автоматчиками. Это второе соображение. Ну и третье. Есть, наверное, и хорошая новость. О чем свидетельствуют все бунты 17 века, помимо всего прочего? Что понятие ценности человеческой свободы, воли, исконно русская ценность. Там традиционная, цивилизационная, как сейчас модно говорить, духовно-нравственная. Но это ценность. Наша русская ценность. И никогда не было, нет и не будет на самом деле для русского человека ничего ценнее свободы.
История, как известно, плохая учительница, потому что она никого ничему не учит, но очень строгая надзирательница, ибо она беспощадно наказывает за неусвоенные уроки. И сейчас, в эти январские дни, когда отгремели новогодние праздники, и, казалось, мы с вами попрощались с историей 17 века, завершили этот курс. Получаю массу отзывов, комментариев, возмущений. Ну как же так? 17 век завершили, а про главного героя, главного народного героя 17 века не рассказывали. Забыли Степана Разина. Как писал Пушкин, это ведь был самый поэтический герой русской истории. Я, честно говоря, про него не забыл, не упоминал совершенно сознательно, потому что не очень люблю я эти темы. Разин, Пугачев, Болотников. Все эти революции и мятежи, когда нас зовут в светлое завтра. Как говорил Стенька Разин, я пришел дать вам волю. А давал-то что? Кровь, слезы, смерть. Не очень люблю об этом рассказывать, но история поучительнейшая на самом деле. И человек необычный. И движение все это, разинщина, столь характерное для нашей истории, в чем-то самоповторяющееся. Что вот давайте вернемся в 17 век, поговорим о Степане Разине. Ну и спасибо вам за эти многочисленные отклики, за комментарии. Я стараюсь читать. Иногда даже прошу помощников ответить на какие-то письма, потому что без вашего участия курса рассказов о русской истории просто бы не было. Но благодаря тому, что мы чувствуем, как вам это интересно, снова и снова возвращаемся в дни вчерашние, чтобы снова и снова с вами это пережить и снова задуматься о дне сегодняшнем и дне завтрашнем. Поэтому пишите, ставьте ваши плюсики, минусики, лайки, комментарии. Спасибо вам. Степан Разин. Как бы мы к нему ни относились, это действительно одно из самых раскрученных имен нашей истории. И так либо иначе про Степана Разина слышал что-то любой двоечник. Да, отношение к нему менялось. До революции это один из образцовых демонов нашей истории, проклинаемый и в церквях, ну и, конечно, официальными историками. А при всем при этом про него действительно слагались народные песни, былины. Его образ жил в народе. Вот вопрос о том, насколько этот образ соотносился с реальным Степаном Разиным, об этом мы сегодня с вами тоже обязательно поговорим. В советские годы Степан Разин, понятно, народный заступник, герой улицы в честь Степана Разина, в том числе прямо около Кремля. Предприятие, даже был пивзавод небезызвестный. В 20-е годы в Поволжье, на Южном Урале, крестьяне верили, что Стенька Разин вернулся, воскрес. И вернулся не просто так, а в образе Ленина. Говорили, он не такой, как в газетах. На самом деле Ленин – это огромное мужичище с бородой в красной рубахе. Что было еще в советские годы? Ну, жалели осторожно персидскую княжну, которую Стенька Разин так жестоко бросил в волжские волны. Как-то не по-мужски Разин поступил. Хотя сегодня сам факт ее наличия историки оспаривают, тоже об этом поговорим. Ну, а в нашей ни тебе демонизации, ни идеализации. Читающей публике как-то не до Разина. Иногда даже встречается расхожее мнение, как бы походя, цедя сквозь зубы, да что там Разин. Это были просто бандиты. Чего о них вообще говорить? Не заслуживают они никаких разговоров. Вообще, бандиты ли они были? А может быть, пираты или каперы? Каперы – это пираты по государственному найму. Так что давайте разбираться. Середина 17 века. Россия отряхнулась после смуты, расправила плечи. Но государство еще довольно слабое. Русского государства тогда меньше всего было как раз на Дону. Ну, точнее сказать, на Дону его вообще не было. Здесь наступал предел царской власти. С Дона выдачи нет, как говорили. Нет здесь царских войск. Казаки живут своим умом. Само это выражение «с Дона выдачи нет», эту фразу придумали позднее, но тогда как казаки похвалялись? Вся земля,
То есть вся страна нашему казачьему житию завидует. Завидовала, во многом это была правда. И вот это право на вольное житье-бытие нужно было все время казакам защищать силой оружия. Южная граница – фронтир русского государства, граница со степью. Степные соседи – крымские татары, нагайцы, ну, тем более османы, поскольку их клиенты, крымцы, не те люди, которые готовы жить тихо-мирно по соседству за счет мирного труда. Казакам все время нужно было держать ухо востро, порох сухим, а для Москвы это очень выгодно. С волками жить, своих волков иметь. Сейчас мы, когда думаем о казаках, сразу вспоминаем Тихий Дон. Дон никаким тихим тогда не был совсем. Шашкин наголо, казачья конница. Тогда казаки – это вообще в основном не конные воины. Казаки в основе своей – это пешие воины. Либо воины на лодках, на стругах. Это речные воины, речные моряки, если так можно сказать. Казаки тогда, ну, самые настоящие пираты. Самое ближнее сравнение. Кони слишком дорого стоили еще, и мало их было. А Дон – это наш вариант Карибского моря. Примерно те же самые времена, 16-17 век. И вот это вот пассионарное бурление казачества и защита русских земель, и расширение. Всегда ведь удобно, когда казаки что-нибудь захватят, расширят русскую землю. А официально мы здесь ни при чем. Это воровские казаки, не наши. Джек Воробей, вот посмотрите на него. Вот типичный казак, только не донской, а карибский. И хотя Джек Воробей, хоть и прямой аналог, а персонаж вымышленный, но тогда Карибы, океаны были наполнены самыми настоящими, самыми реальными каперами, корсарами, флибустьерами, приватирами, буконьерами. Корсар, он же флибустьер или пират. Это все примерно одно и то же. Это без всяких нюансов. Морские бандиты, которые грабят всех подряд. А вот капер, это уже с голландского, ну, на немецком то же самое, это не просто морской разбойник. Это разбойник, который получил патент от государства на легальный разбой. То есть он грабит не всех подряд, а только врагов государства. Тут тоже были свои нюансы, каперы были разные. Ну вот, например, приватир. Приватир – это компания или частное лицо, которая корабль свой целенаправленно, официально заказала, построила, снарядила за свой счет, после чего получила, опять же, государственный патент, лицензию. И дальше приватиры совершенно легально, официально грабят противников, там, каких-нибудь испанцев, французов, кого-то еще, и небольшой налог, часть выручки сдают государству. Далее, буконьер. Буконьер. Это специализация пиратская, или, точнее говоря, каперская. Буконьер – это те, кто специализируется на высадках на сушу и грабежах прибрежных городов. Морская пехота пиратская. Самым известным буконьером, самым прославленным был Генри Морган. Тот самый, в честь которого знаменитый ямайский ром, Кэптон Морган. Не пейте никогда, с Ямайки вы не найдете. А все остальное лучше не пробовать. Кстати, непростой парень был, он вообще-то из дворян английских. Закончил свой карьерный пиратский путь, там чуть ли не вице-губернатором Ямайки, английской колонии. Пил много, бедолага. И хоть он и рыцарь, и сэр, но умер. Цирроз печени, алкоголизм. Еще один самый знаменитый капер. В Англии это вообще национальный герой. Они его и пиратом-то не считают. Он адмирал Фрэнсис Дрейк. Морской исследователь, совершил, кстати, второе после Магеллана кругосветное плавание. Именно Фрэнсис Дрейк был первым, кто прошел знаменитым и суперопасным проливом между огненной землей, южная оконечность Южной же Америки и Антарктиды. Это сейчас, кстати, пролив Фрэнсиса Дрейка. Именно Фрэнсис Дрейк привозил из своих пиратских заграничных туров такие богатства в Англию. Во время одного из них привез груженный там золотом, бриллиантами галеон, который превышал своей стоимостью весь годовой доход английского королевства. То есть больше годового бюджета. Понятно, любила его за это Елизавета, лихой парень. Вот этот вот знаменитый жест,
или вот этот вот, да. По легенде, когда Елизавета поднялась на борт лично корабля Фрэнсиса Дрейка, чтобы поприветствовать его, капитан выстроил из команды, и капитан прикрыл себе, я вообще не знаю, что у него там была, косынка или треуголка на голове. Значит, капитан Фрэнсис Дрейк прикрыл глаза ладонью, чтобы показать, что Елизавета ослепила его, как солнце. И этот жест стал отданием чести вышестоящему начальству с той поры сначала на флоте английском, ну а потом везде, во всех армиях мира, вот, ну, в большинстве, по крайней мере. Ослепило, как солнце. И один из победителей Великой Испанской армады, англичане призвали тогда и пиратских капитанов защищать родину, сражаться. Поэтому в Англии национальный герой. Смотрите английский фильм «Елизавета». Неплохой. Вы увидите там и Фрэнсиса Дрейка. И вот это вот роковые минуты для английского королевства, когда остров был на грани захвата испанцами. Видите, мы про Степана Разина, но и про его западных коллег тоже сразу говорим. Уильям Кит, тоже знаменитый капер. Был у него патент соответствующий, он шотландец. Чуть помоложе Степана Разина. Кого-то не того он, правда, ограбил. В общем, оклеветали. Или не оклеветали. Арестовали, каперский патент аннулировали. И, в конце концов, в результате образцово-показательного процесса, тут уже британский суд с париками и в мантиях, выступил по полной программе. И вот Уильяма Кида, как нарушившего свои пиратско-каперские обязательства, образцово-показательно казнили. А вообще фигура была легендарная. Существует легенда о так и не найденных сокровищах Кида. Якобы где-то он их закопал на острове Скелетов. Почему остров Скелетов? Потому что Уильям Кид всех, кто ему помогал сокровища закапывать, собственноручно умертвил. А скелеты аккуратно так разложил, что они как стрелки показывали, куда идти. И этот сюжет многократно вдохновлял и Эдгара По, ну, естественно, Стивенсона. «Остров сокровищ». Читайте, смотрите. Кстати сказать, непосредственным прототипом того самого капитана Флинта с «Острова сокровищ» считают другого пирата, он внешне чем-то напоминал его, Эдвард Тич, или «Черная борода». Большой был мастер пиара, наводил ужас на морях и океанах не только делами своими, но и внешностью. Представьте себе громенного моряка с пышной черной бородой, а бороду он заплетал на косички, и не просто косички черненькие, а в косички он вплетал разные цветные ленточки, ну, чем не Джек Воробей, но борода побольше, плечи пошире. И вот представьте себе такой пират с горящими фитилями, вплетенными прямо в бороду, палящий с двух рук. Именно он, Эдвард Тич, черная борода, имел как раз флаг с изображением черепа. Отсюда и пошла мода на череп и кости, как главный пиратский бренд. Кстати сказать, у него был не только черный флаг с белым черепом и костьми, но еще и красный флаг. Не знаю, с черепом или без. Задолго до Парижской коммуны и прочее, прочее, прочее. Это вообще-то пиратский флаг черной бороды. Погиб геройски во время какого-то абордажа. Но не надо думать, друзья мои, что Россия была какой-то отсталой в пиратском плане. Что у нас были только, мол, разбойники. Нет, у нас тоже были пираты с лицензией, с патентом. Самый знаменитый пират на русской царской службе – датчанин Кристиан Роде. Его команда, помимо, естественно, наемников всех мастей, была совершенно официально укомплектована московскими пушкарями и архангелгородцами, поморами, знатными моряками из Архангельска. Была у него царская грамота, патент. Выдан был, кстати, на льготных условиях. Предполагалось, что будет платить он всего-навсего десятину, 10% от добычи. К тому же ему отправлялись еще царские пушки, и предполагалось, что захваченные пушки с чужих иноземных кораблей он самые лучшие будет отдавать в царскую казну. Но он, правда, не отдавал ничего. Этому Кристиану Роде было царской грамотой пожаловано специальное воинское звание «Морской атаман». Ну и как вы думаете, кто из царей был столь гибок в проведении своей кадровой политики, что нанимал датских пиратов, укомплектовывая московскими пушкарями
и архангельскими поморами пиратские корабли. Ну, конечно, наш просвещенный молодой Иван Васильевич Грозный. Ему посоветовали датчане. Во время Ливонской войны датчане были нашими союзниками против шведов. И есть отличные ребята. Они сами за небольшое вознаграждение разберутся со шведами. Им надо только помочь и дать полномочия. И поддержать их финансово. Так, по рекомендации датского короля, своего брата, взяв Нарву, а Нарва – это уже морской порт перспективный, Иван Грозный решил создать сеть собственных каперов и поставил во главе того самого датчанина Кристиана Роде, который, кстати, действовал весьма успешно. И считается, что захватил около 20 и потопил шведских кораблей. Кристиан Роде был авторитетным на Балтике товарищем. Тоже известен был большой черной бородой, а может быть рыжей, не знаю. Видимо, этим он и привлек православного государя, окладистой бородой. Он на флагманском судне ходил с собственным цирюльником. Известно, что строго следил за заповедями и церковными службами на корабле, а если кто был из богохульников среди пиратов, то Кристиан Роде лично вышвыривал таковых за борт. Уж я не знаю, заставлял ли при этом пройтись по доске вот этот традиционный способ пиратской казни 50 на 50. Вот, или обходился как-то попроще, но там все церковные службы на русских православных пиратских кораблях под датским командованием исполнялись. Иван Грозный, находясь во временной столице в городе Александрове, в 1570 году лично подписал Кристиану Роде каперский патент, который, кстати, знаете, как по-русски назывался тогда? Все-таки русский язык великий и могучий. Каперский патент в исполнении Грозного назывался «фартовая грамота». Вот этому фартовому Кристиану Роде было предписано сражаться строго с вражескими кораблями, но при этом так ни в коем случае первому не нападать, огонь не открывать. Ну, вероятно, он, конечно, нападал первым на шведов, но, вероятно, это было сделано на тот экстренный вариант, если вдруг Роде попадет в плен, а по нему обнаружат грамоту, по которой, в общем-то, Кристиану Роде предписывалось только защищаться. Только защищаться. Вернемся к казакам. Со временем, как раз при Иване Грозном, казаки на Дону слились в одну общину. Появилось так называемое неформальное поначалу Донское войско. Это территория современной Ростовской области, запад современной Волгоградской области, но еще небольшой кусочек Донецкой Народной Республики. Взгляните уже на карту времен Николая II, когда окончательно сложились, оформились границы войска Донского. Вот наложены на современные границы Ростовской, Волгоградской областей. Огромная самоуправляемая территория. Царя они нашего признавали, но присягу, то есть крестоцелование, как тогда называлось, не приносили. Сношение с донским войском велось через посольский приказ, то есть фактически через Министерство иностранных дел. Войско это пользовалось максимальной автономией. Вообще это были типичные отношения Средневековья. Орган управления и суда – войсковой круг. Исполнительная власть – выборный атаман и его помощники. Кстати, эти помощники назывались есаулами. Потом есаул стал воинским званием. Столицей с 1644 года, то есть местом атаманской ставки постоянной, стал Черкасский городок. Современная станица Старочеркасская. Взгляните на карту. Поскольку тогда, в 17 веке, южные границы донского казачества упирались в Азов, в турецкую крепость, а Ростова-на-Дону не было, этот город основан позже, в 18 веке. Черкасский городок, Черкасск его иногда называли, находится вот здесь, примерно в 30 километрах выше по реке от современного Ростова. Помимо постоянной помощи, которую Москва оказывала воинской, материальной казакам, что объединяло? Ну, в первую очередь, русский язык. Казаки и Москва говорили на одном языке, и вера православная. Вот что было главным цементирующим фактором, который позволял нам считать казаков своими, а казакам считать Москву своей опорой, именно Москву. В 17 веке начинается расслоение казачества. Казаки делятся на домовитых, собственно, все органы самоуправления, все начальство, старшины, те, кто верховодит в войсковом кругу,
Это домовитые казаки, казаки в нескольких поколениях. У них уже и земля своя, им принадлежат и промыслы, мельницы. А вот пришлые казаки, новоприбывшие, назывались голодьба. Понятно почему, нет у них ничего за душой. Они только прибыли на Дон, и вот как раз из голодьбы домовитые казаки формировали военные отряды, снабжали их со свой счет оружием, стругами, лодками и отправляли, как тогда говорили, за зипунами. Добудьте себе славы и богатства. Естественно, после похода за зипунами, что должна была голодьба? Вернуть инвестиции домовитым казакам, то есть отдать им существенную часть своей выручки, что-то оставить себе и дальше богатеть и расти. Такая система. Поход за зипунами – это не только поход против турок, крымцев, нагайцев или кого-то. Вполне мог продолжиться, как тогда говорили, воровством. В русских дворянских имениях, ну, что тут поделать, воровские казаки, поди их проконтролируй. И вот появляется Степан Разин. Собственно, когда он родился, точно не знаем. Мы знаем только конкретный год и день его смерти. Фигура эпическая. Его окружала мифология. Непростой казак, чародей, вещи, колдун. Сабля его не брала, пуля отскакивала. Как описывали Степана Разина наши лучшие историки XIX века? Вот почитаем Костомарова, кавычки. Стенька Разин был человек крепкого сложения, необыкновенно предприимчивый и деятельный, человек непреодолимый в воле, своенравный, непостоянный, вместе с тем неуклонный в принятом намерении, то мрачно суровый, то разгульный до бешенства, то преданный пьянству и кутежу, то способный с нечеловеческим терпением переносить всякие лишения, то некогда ходивший на богомолье в далекий Соловецкий монастырь, то впоследствии пренебрегавший посты, не хотевший знать ни таинств, ни священников. В его речах было что-то обаятельное. Толпа чуяла в нем какую-то небывалую силу, перед которой нельзя было устоять, и называла его колдуном. Жестокий и кровожадный, он забавлялся как чужими, так и своими собственными страданиями. Закон, общество, церковь, все, что стесняет личные побуждения человека, стали ему ненавистны. Сострадание, честь, великодушие были ему незнакомы. Это был выродок неудачного склада общества. Местью и ненавистью к этому обществу было проникнуто все его существо. Непростая характеристика. И вообще тогда в XIX веке о разинщине как явлении было принято писать в терминах «всякая буйная сволочь». Насиловали обывателей, бандитствовали, зверствовали. Больше никак. Народные песни о разине как-то значительно доброжелательнее. Там народ выражал свои представления о том, каким был или должен быть в его представлении эпический былинный герой. Вот песня «Разин» и девка-астраханка. Ты взойди, взойди, красносолнышко, обогрей ты нас, людей бедных. Мы не воры и не разбойнички, Стеньки Разина мы работнички. Исауловы все помощнички. Мы веслом махнем, корабль возьмем, кистенем махнем, караван собьем. Мы рукой махнем, девицу возьмем. Так вот, такие лихие люди. Сюжет песни простой. Астраханский воевода увидел Стеньку, приказал зарядить 40 пушек и разом выстрелить. И все ядра полетели, но Стенька заговоренный. Ваши пушки меня не возьмут, легкие ружьица не проймут. Уж как возьмет ли не возьмет астраханская девка Маша. Да, пушками не взяли, взяли с помощью астраханской девицы Красной. Прельстила, накормила, напоила, спать уложила, а тут Разина и повязали. Посадили в железную клетку, повезли по Волге. Он там попросил стакан воды напиться из реки, взял, окатился водой и в реке очутился и уплыл. В общем, сведения о Разине и его жизни скудные, если не считать таковыми хронологию бунта. Мы знаем, что примерно к началу бунта ему около 40,
Это известно из указания одного голландского путешественника, который встречался тогда с Разиным. Но когда точно он родился, неизвестно. Где родился? Есть популярная легенда, что в станице Зимовейской, где и Пугачев, я об этом рассказывал вам во время лекции о Пугачеве, но историки спорят. Многие считают, что легенда эта появилась уже при Пугачеве, как бы подчеркивая злой рок пугачевщины Емельки, прописали это по факту совпадения, прилепили туда и Разина заодно. Почему спорят? Потому что первое официальное упоминание станицы Зимовейской в документах фигурирует позже, только в 1672 году, уже через год после смерти Разина. Поэтому мы точно не знаем вообще, существовала ли при Разине эта станица. Так что то ли в Зимовейской, некоторые считают, что в самом черкасском городке столичном Разин родился. Был он из домовитых казаков, не первого поколения. Несколько раз бывал в Москве в составе посольства казачьего, когда они били челом о нуждах Дона, ну, то есть просили субсидий, экономической поддержки, как обычно. 2 раза побывал Разин на Соловках. Верующие. Принято так было. Паломнические туры. Если согрешил, обязательно надо съездить на дальнее богомолье, душу спасти. Участвовал в переговорах казаков с калмыками, татарами, крымцами. Отсюда есть легенда, что Разин был полиглотом и знал разные иностранные языки. Сложно сказать, но тогда вся эта масса, особенно домовитого этого казачества, была мультиязычной. Но раз участвовал в переговорах, значит, на каком-то уровне что-то знал из языков. По крайней мере, считается, что его матерью могла быть вполне пледная татарка из Крыма или вообще турчанка. Ну, а тогда от матери точно он по-турецки, по-татарски говорил. Ну, кстати сказать, это часто было у казаков. Я напомню, что у Григория Мелихова бабушка турчанка, как между делом. Это даже тогда, уже в цивилизованные времена. Разин атаман. Он атаманил собственным, хоть небольшим, но воинским отрядом. Участвовал в войне Малороссии. Тогда как раз Богдан Хмельницкий. Это все вот эти же времена, да. Война с Речью Посполитой. С чего он решил начать бунтовать, тряхнуть царством, поднять восстание? Раньше просто объясняли на самом деле. Есть история такая, что во время военных действий с Речью Посполитой царский воевода приказал казнить за непослушание старшего брата Разина. Дело в том, что по традиции, когда активные боевые действия закончились в канун зимы, он увел отряд своих казаков на Дон зимовать. Сделал это вопреки прямому приказу царского воеводы. Ну, то есть оголил позиции. Московские его поймали, командира, и за прямое нарушение военного приказа казнили. Брата звали Иван. И вот Стенька, мол, так его потрясла казнь старшего брата, прямо как Володю Ульянова молодого, что он решил всю свою жизнь посвятить мщению московскому царю. Так это либо не так, мстил, не мстил, это сейчас не важно. Важно другое. Почему именно за Разиным пошел народ? Давайте постараемся это понять. 1667 год. Конфликт, собственно, Разина, полевого командира, с администрацией. Он уводит свой отряд, уж я не знаю, с разрешением либо без, уводит его в поход за зипунами. Общепринятая вещь. На стругах плывут они сначала на Урал, той части Каспия, куда впадает река Яик. Там бандитствует немного. В следующем году Разин со своей командой казаков уплывает к берегам Персии, где продолжает грабить персидские караваны, суда, пиратствовать. На каком-то этапе, говорят, Разин даже предложил уйти в найм, то есть попросил каперское свидетельство от персидского шаха. Согласился работать на него. Но персы что-то не сориентировались, испугались. Наоборот, послали против него большую флотилию. И вот летом 1669 года происходит знаменитое сражение разинских казаков с персидским флотом. Где это было, точно мы не знаем, предполагаем, реконструируем где-то в районе современного города Баку, на воде. Остров Сенги-Муган, или Свиной, как переводит его название, где-то здесь была морская битва Разина с персами. У казаков 23 струга, на них 40 пушек, у персов намного больше. Флот,
Это так называемые персидские бусы. Вероятно, это большие корабли, которые ходили и на веслах, и под парусами. Мы не очень хорошо понимаем, что такое персидский бус, но это точно совершенно большое судно, намного больше казачьего струга, вооруженное и пушками, и командами лучников. План персов военно был простой. В буквальном смысле слова загнать казаков в сеть. Чтобы не дать ни одному казачьему пиратскому стругу уйти, персидская флотилия должна была их окружить и прижать к берегу. То есть загнать как рыбу неводом, стянуть их. А на берегу тоже было персидское войско, уже ждало казаков на тот случай, если они вздумают сойти на берег. С этой целью персидский флотоводец приказал соединить все корабли цепями, чтобы буквально загрести казачьи струги, чтобы ни один из них не мог выскользнуть. Получилось, как у Наутилуса Помпилиуса, скованные одной цепью. Широким фронтом персидские бусы пошли на разинские корабли со всех сторон. Казалось бы, Разин был обречен. Выскользнуть невозможно. Но что делает крыса, загнанная в угол, как известно? Нападает. А Разин совсем не крыса. Разин решил не бежать, а атаковать. Причем он, как впоследствии адмирал Ушаков, сконцентрировал артиллерийский огонь всех своих стругов, всех своих пушек на флагманском корабле персов, где находился военачальник. Корабль этот был горделиво украшен разноцветными флагами. Стали палить по нему из всех пушек, и в итоге не просто позбивали паруса матча, а взорвали порох. Корабль загорелся, стал тонуть, и сразу он тяжелый, он сразу потянул с собой на дно цепями два соседних корабля. Ну, а те за собой все остальные. Корабли стали стягиваться, собираться в кучу. Цепь их стягивала, у персов неразбериха. Разница атакуют со всех сторон. Цепляются к бусам, лезут на абордаж. Спасения нет. В общем, почти все персы были перебиты, либо перетонули. В плен попал сын персидского флотоводца, его дочь, та самая персидская княжна. Вот отсюда берется легенда о дочери неудачного флотоводца, которая станет наложницей Разина. Ну, в общем, друзья мои, это главная и вообще-то единственная победа морская русского флота в 17 веке. И когда мы говорим с вами, что русский флот начался с Петра I, с Азовской флотилии, с Воронежских верфей, регулярный, официальный, государственный военно-морской флот. Но первая победа большая русского морского флота – это победа Степана Разина на Каспии. Пиратская, каперская победа. После персидского похода разинцы вернулись домой в Астрахань очень богатыми людьми. Иностранцы вспоминали, что казаки, это бывшая голодьба, ходили по Астрахани разодетые до того роскошно, что, цитирую кавычки, «одежда самых бедных была сшита из золотой парчи или шелка». Разину при встрече кланялись в пояс горожане, как какому-то знатному боярину, величали его батюшкой. Невероятная удача, богатство, поклонение народа и, в общем-то, безнаказанность. И вся эта невероятно свалившаяся на него удача, поклонение народа, ну, в общем, как говорил известно кто, головокружение от успехов. Вот что настигло тут Степана Разина. Персы требовали Разина наказать, но как его накажешь? В общем, самый гуманный суд в мире, суд московского государя, простил Разина. Разин сдал в счет сделки с правосудием пушки в казну захваченные, сдал все струги и даже отдал захваченные знамена, как свои, так и персидские бунчуки, но оставил себе часть богатств и получил таким образом амнистию. Отсюда берет, кстати, начало известнейшая легенда о разинской шубе. Мол, когда Разин вернулся из Персии в Астрахань, то астраханский воевода Прозоровский позавидовал его какой-то невероятно роскошной, шитой золотом шубе. Почему шитая золотом, я еще раз вам напомню, раньше шубы выглядели по-другому, не так, как сейчас. Их носили мехом вовнутрь, для тепла. А внешнюю часть шубы, вот эту кожаную, либо парчевую, и бархатную, ее обшивали, расшивали узорами, золотом, драгоценными каменями. Получалось и очень тепло, и приятно на ощупь, и красиво. И вот разинская шуба, дорогущая, приглянулась Прозоровскому, стал он себе требовать в качестве налога в рамках сделки со следствием. Разин отдавать ее не хотел, долго упирался. Но в конце концов
с ухмылкой уступил. Со словами «Возьми себе, братец, шубу, только б не было в ней шуму». С угрозой, в общем. Скаламбурил. Так потом у нас Петр I любил каламбурить. Потом эту историю про шубу даже вспоминали на следствии. Когда Разин висел на дыбе, ему задавали вопросы про ту самую спорную с Прозоровским шубу. Так что история эта была широко известна. Там на Дону разинцы разбили свой лагерь, который, естественно, уже не подчинялся никаким официальным начальникам Донского войска. И к нему начали со всех сторон стекаться добровольцы, потому что слава, богатство, потому что Разин невероятно удачлив, потому что он безнаказан. В 1669 году Разин пишет письма. Он понимает, что ему нужны союзники. Он пишет письма опальному патриарху Никону. Тут вообще роль опального патриарха большой вопрос. Ибо есть версия, что он был с Разиным лично знаком. По крайней мере, точно к Никону приезжали посланцы от Разина. И на допросе потом, под пытками, якобы в Москве Разин показал, что приезжал к нему в Подсимбирск старец от Никона и говорил, чтобы Разин шел вверх по Волге, а Никон пойдет со своей стороны ему навстречу. Не знаю, правда, неправда, под пытками не то скажешь. В общем, историки тут сомневаются. Но помимо Никона, Разин пишет письма Ивану Серко, предлагает союз с ним, а заодно пишет и гетману Правобережной, польско-турецкой Украины Петру Дорошенко, то есть не настоящему, не выборному гетману, самоназначенному. Никто в переписку в союз с Разиным не вступил. И тогда на кругу казаки решили, что пойдут дальше в следующем году в поход сами. Пойдут воровать на Волгу. Но и при этом не только суда грабить, караваны, а хотят еще и поквитаться с бояры. И вот весна 70-го года, Разин на Волге, с целым караваном стругов, с целой армией. Я пришел дать вам волю. Я не буду углубляться в этимологию слов, тут можно поспорить, что такое западное freedom, liberty, что такое свобода, а что такое русская воля, насколько эти понятия пересекаются или нет. Важен результат. Что бы Разин не замыслил, дал-то он только одно – слезы и горе. Давайте об этом постепенно, последовательно и расскажем. Сначала захватили Царицын. Легко. Защищавшие город стрельцы перекидывались, как тогда говорили к разинцам сами, выдали всех воевод, всех начальных людей, то есть начальники, офицеры. Как сказали потом советские историки, перешли на сторону восставшего народа. Затем Астрахань. Тоже довольно легко. Пока разинцы лезли на стены этой сверхмощной крепости, одни стрельцы сражались, а другие помогали взбираться. Воевода Прозоровский, тот самый, который забрал у Разина шубу, пал в бою. Кто-то спрятался в церкви. Не помогло. Всех захваченных служилых приказных перебили. Казнили 500 человек. Месяц разинцы управляли Астраханью. Городское управление сводилось к тому, что когда Разин и его верхушка напивались, им хотелось начинать влавствовать, творить суд и расправу. Вообще воспоминания о менеджменте Разина над мирными городами довольно противоречивые. Иногда вспоминают, что на кругу якобы даже осуждали блуд, насилие и воровство. Ну, между своими, конечно. Пресекали пьянство и кого-то даже наказывали за насильничание над девками. Пороли, а бывало и казнили. Ну, а с другой стороны, справедливость для своих и справедливость для бояр, дворян, начальных людей Разин понимала совершенно по-разному. Вот в Астрахани отмечали именины царевича Федора, будущего царя. Разин же за царя, он против злых бояр. Отмечали именины царевича. Поперлись отмечать праздник на двор к астраханскому митрополиту. Стали мирно пировать, славить царевича. Но тут случайно у митрополита обнаружили 2 детей погибшего воеводы. Соответственно, 8 и 16 лет. Потащили их тут же на круг, стали вешать вниз головой, допрашивать, где воевода спрятал свои богатства. Ничего не добились. И тогда старшего 16-летнего столкнули со стены с крепостной, разбился. Это, кстати, был вообще принятый тогда способ казни у казаков. Пираты по доске корабельной
висящие над морем, заставляли идти. А наши уж, я не знаю, там по доске или просто так сталкивали со стены в ров. А младшего пожалели и вернули матери. Вот и весь справедливый казачий суд. После Астрахани решили идти вверх по Волге, туда, в сторону Москвы. Во флотилии было два особых струга, один обшитый черным бархатом, другой красным. Якобы на одном из них плыл опальный патриарх Никон. Я уже рассказывал, это был никакой не Никон, а какой-то казак, разодетый в одежды, содранные с астраханского митрополита. А на другом якобы был царевич Алексей, Алексей Алексеевич, тоже наследник престола, на самом деле недавно умерший. Роль царевича Алексея исполнял какой-то несчастный мальчишка. В стране тяжело, в стране раскол, на Украине гражданская война, усиление крепостного гнета, тогда говорили, поэтому разинцы встречали сочувствие среди многих простых людей. Так восстание постепенно охватывало все Поволжье. Из Астрахани Разин пошел на север, на Москву, как он говорил, спросить за многое неправды уже не с бандой, а с большой армией. Однако качество этой казачьей армии серьезно упало. Дело в том, что природные казаки, ветераны разинских походов, были разбавлены непонятным элементом. Шли вверх по Волге, воеводы молились, чтобы разинцы проплыли мимо, гарнизоны были малы, сопротивляться сил не было. По пути сдался Саратов, сдалась Самара. Тоже гарнизоны включены их в разинскую армию. Разин повсюду рассылает так называемые прелестные грамоты, призывая всем сражаться за царя, выводить и казнить изменников. Эти прелестные грамоты попадают в мировые СМИ. Европейские газеты, особенно немецкие, пишут, что царство московское шатается. Громадное изменное войско движется на столицу. Разин именует себя князь-атаманом через дефис. До самозванства он не додумался или не захотел. Дошло до того, что высылается против него большая армия, полноценная из Москвы. И там, у Симбирска, на полпути до Москвы, случилось предсказуемое большое сражение, а упорства в битве с регулярной армией казакам не хватило. Конечно, с армией-то биться можно, и день, и два. Но за что биться? Одно дело, когда за Родину, за Сталина, а когда за Разина? Нет. Когда сразу одолеть регулярное стрелецкое войско, полки наземного строя, нового, не получилось. В какой-то момент казаки просто сели в свои струги и уплыли. Сам Степан был ранен, взяли его с собой. А всю остальную армию бросили у стен Симбирска. И все эти вчерашние крестьяне, да, на них-то казакам было плевать. Поэтому армию крестьянскую Разин оставили на полный разгром и уничтожение. Дальше Разин на Дону пытается собирать новое войско. Его движение становится совершенно стихийным. Оно ширилось как заразная болезнь. Какие-то шайки, отдельные под предводительством других атаманов, без боя захватывали другие города, и волнения подбирались даже к Нижнему Новгороду. Пришлось еще одну армию собирать Алексею Михайловичу, нового строя, полноценную, как собирали на войну с поляками либо турками. Церковь наконец-то пропела Разину анафему. Порядок восстанавливали беспощадно. Захваченных в плен бунтовщиков вешали, сажали на кол, четвертовали. В общем, террор царский, запоздалый против восставших разинцев, был, пожалуй, похлеще разинского террора. Так всегда у нас, как красные и белые. Это было самое жестокое подавление бунта из всех жестоких бунтов бунтажного века. Сам Разин, после того, как своим атаманством поджег полстраны, находился по-прежнему на Дону, метался, хотел собрать новую армию. В общем, казаки домовитые сами его и выдали. Казачий круг Донской решил, что Разин им более не нужен, что надо присягнуть царю. Кстати, бунт к этому подвел. Это была первая в истории официальная присяга донцов в Москве. Разина схватили и в клетке повезли в Москву. Следом за клеткой на цепи пешком шел его младший брат Фрол. Допрашивали, пытали его прямо в присутствии бояр. Царь распорядился, чтобы видели, что будет с самым злостным из всех бунтовщиков. Царь сам, кстати, приходил в пыточную, задавал вопросы. Они сохранились в архивах. Разин проявил аномальную стойкость. Нигде нет ни намека на то, что он в чем-то раскаялся, покорился,
что был как-то сломлен пытками. Пугачев, я напомню, потом принародно каялся перед казнью, просил прощения. Разин нет. Разин все выдержал. Казнили его, тут спорят историки. Одни говорят, что на Болотной, как Пугачева, но все-таки склоняются, что на Красной площади, где-то около храма Василия Блаженного. Вполне возможно, что на месте, где бывшая улица Степана Разина, нынешняя Варварка, примыкает к Красной площади, рядом там и лобное место. Вот где-то там казнили его и брата Фрола. Четвертовали обоих. Причем Фрол, говорят, перед казнью задергался, занервничал, закричал «Слово и дело государева!» А это по закону нужно было прервать казнь и заново пытать и допрашивать, что хотел рассказать Фрол. А Степан рыкнул на него: «Фрол, заткнись, рубите мне руки-ноги». Останки их потом месяцами висели как раз где-то там на кольях. Вот так закончилось свою жизнь самое поэтическое лицо в русской истории. Поэм и песен о Разине много, действительно. Самая известная песня, ее, наверное, знают все. «Ой, то не вечер, да не вечер, мне малым мало спалось». Ой, то не вечер, то не вечер, мне малым мало спалось, мне малым мало спалось, на вас не привиделось. Да, это песня народная. Называется «Сон Степана Разина». А другая, не менее известная, «Из-за острова на стрежень» выплывают и на первом Стенька Разин, и на втором тоже он, и на третьем Стенька Разин, и на четвертом атаман, и на пятом Стенька Разин, на шестом опять Степан. В общем, песня бесконечная. Эта песня не народная. Ее как раз сочинили в XIX веке. Из-за острова на стяжень, на простор речной волны выплывают расписные острогрудые челны. На переднем Стенька Разин, обнявшись, сидит с княжной, свадьбу новую справляет. Он веселый и хмельной, мощным взмахом поднимает он красавицу княжну и за борт ее бросает в набежавшую волну. Эта песня не народная. Ее как раз сочинили в XIX веке. Пел Шаляпин. Вот там и за борт ее бросает в набежавшую волну. Да, это та самая дочь персидского флотоводца, княжна персидская. Что это за история? Ну, на самом деле легенда, я обещал вам рассказать. Она встречается в воспоминаниях того самого голландского путешественника Яна Стрюйса. На самом деле, по персидским источникам у того самого незадачливого персидского командира никакой дочери просто не было. Поэтому, если кто-то и была в наложницах, а наверняка была и наверняка не одна у Стеньки Разина, то это точно не персидская княжна. Еще одна всем известная песня считается, кстати, любимой песней Ленина. Символично. «Есть на Волге утес». Есть на Волге утес, тихим махом оброс, от потопа подножья до края. И стоит сотни лет, только махом одет, ни нужды, ни заботы, ни зная.
если правда, что Ленин любил эту песню, то он, наверное, очень удивился бы, если бы узнал, что автор и стихов, и музыки член Императорского Российского военно-исторического общества генерал-лейтенант Навродский, кавалер множества боевых орденов, многократно раненый в боях за веру царя и отечества, и активный участник подавления польского восстания 1963 года, царский генерал. И хотя каждый год по церквам на Руси человека того проклинают, но приволжский народ о нем песни поет и с почетом его вспоминает. Место, где якобы Стенька выбросил за борт якобы персидскую княжну, искали много-много раз. Мест этих много на Волге. Но одно из них вот как-то так в народном сознании зафиксировалось. Так называемый утес Степана Разина. Огромный, кстати, 40 метров высотой в Саратовской области, на берегу Волгоградского водохранилища. Место это считается проклятым, потому что, согласно народной мифологии, где-то там на утесе заодно Разин схоронил все свои несметные сокровища. Копали и там, и сям, искали. Где только об этом не писали. Я читал в советских газетах старых 30-х годов, какие-то трактористы тоже что-то там наши искали. Но тут почувствовали страшную головную боль, головокружение и даже теряли сознание. Потом приезжали ученые. Ну и в рациональные советские времена проводили замерения, физические опыты. Действительно, не случайно испытывали там люди и галлюцинации, дурноту и головокружение, потому что там какие-то странные залежи пород. То есть очень сильное электромагнитное излучение. Так в документах и написали. Сокровища Разина ни при чем. А сейчас бы, наверное, подошли по-другому. Вспомнили бы, наверное, и НЛО, и рептилоидов, и всякие параллельные измерения. Вот даю подсказку сценаристам, дорогие мои, что вы там все ищете, какие-то неправильные места для перемещения во времени. То у нас наши попаданцы стартуют в Стоунхедже, то в каких-то, значит, катакомбах неясных. Вот, Волга. Волгоградское водохранилище. Центр Руси. Отличное место для релокации и перемещения во времени. Правда, уж не знаю, куда там можно переместиться. Не советовал бы попасть во времена Разина, непосредственно к атаману. Боюсь, вам там пришлось бы долго объясняться, кто вы и откуда. В лучшем случае, прямо бы улетели в набежавшую волну. А вообще, Разин, конечно, любимец поэтов, писателей. Он герой не только Пушкина и Народный, он герой и Алексея Константиновича Толстого, и Марины Цветаевой, Максимилиана Волошина и Велимира Хлебникова, Гелеровского и Евгения Евтушенко. Ему посвящены повести и романы, картины Кустодиева и Сурикова. Ну и, конечно, он любимый киногерой. Вообще, Разин первый киногерой. Если бы я читал лекцию американцам, я бы обязательно сказал, что вот у вас есть The Last Action Hero Арнольд Шварценеггер. А у нас Разин The First Action Hero, потому что это первый киногерой. Герой самого первого русского кинофильма 1908 года. Фильм небольшой, конечно, по современным меркам, скорее, можно сказать, клип к песне «Из-за острова Настрежен». Но, тем не менее, пожалуйста. 1914 год снимается уже большой 100-минутный блокбастер «Стенька Разин». Вот он, к сожалению, большому не сохранился. В 20-е и 30-е годы в Германии снимается, не поверите, целых 2 фильма о Степане Разине. «Волга-Волга», «Русская река» и «Стенька Разин». Ну, понятно, что оба фильма сняты нашими иммигрантами. 1939 год. Большое советское историческое кино «Степан Разин». Ну и, наконец, громадно нереализованный, к сожалению, проект по сценарию Василия Шукшина. Вообще, это кинопроект всей его жизни, он считал. Эпопея в 3 сериях была запланирована. Много раз переделывал сценарий, подавал заявки в Госкино. Ну вот не успел, не сложилось. Разину везет из географии 5 поселков, понятно, в Поволжье, улицы минимум в 30 городах. Центральная Варварка была в советские годы Степана Разина. Пивной завод в Петербурге, кстати, один из старейших, работал еще с 18 века.
по другим названиям. Потом его закрыли. Теперь это технопарк, тоже называется Степан Разин. Так что в памяти народной Разину повезло гораздо больше, чем в жизни. В чем секрет Разина? В чем первопричина? Харизма? Очарование зла? Или просто поймал народное настроение, какие-то токи энергетические, какую-то энергию мысли? Вот Русь, птица-тройка. Дай ответ. Почему? Прямого ответа не существует, ибо вопрос сам этот восходит напрямую. Я все время говорю, это серьезный вопрос, к осознанию природы русского бунта. Я об этом говорил и в лекции про Пугачева. Послушайте. Бунта беспощадного, но не бессмысленного. Потому что бунт в России, помимо всех своих страшных, кровавых бунтарских проявлений, это такой довольно специфический способ коррекции общественного договора. Вот когда уже народ доведен, а легальных способов откорректировать отношения с властью, улучшить свою жизнь нет, вот это все и начинается. Поэтому для того, чтобы этот вопрос всегда оставался исключительно в теоретической плоскости, надо думать об этом не только историкам, об этом надо думать политикам. Вот это главный урок, который надо извлекать из столь неприятной темы, как бунты, мятежи Разина, Пугачева. Я привык рассказывать о героях, которые мне нравятся, которые мне симпатичны. А здесь герой так себе. Я говорить о нем не хотел, мы эту тему проскочили. Но в комментариях и в письмах, даже с культуры переслали несколько писем, люди от руки пишут, не поверите. Но и он герой нашего романа, и явление сложное, мягко говоря. И вообще об этом очень много говорили. В советских учебниках. Ход Пугачевского восстания изображали. Школьники, правда, никогда это не запоминали, тем более, что название городов, населенных пунктов менялось. Я пробегу очень кратко, хотя мы понимали, что происходило. Обычно пишут 3 года Пугачевского восстания, а на самом деле 1 год. Почти 365 дней, там, с точностью до 2-3 дней длилось собственное восстание Пугачева. При этом все это было так глубоко идеологизировано, что мы же помним, как в советской школе. Это народный герой, восстание, крестьянская народная война. Скорее, правда, что это война, но уж точно не крестьянская. Потом, в постсоветские годы, начинались такие прокурорские разоблачения. 70 лет нам рассказывали неправду и мифы о убийце, душегубе, кровавом маньяке, который детей резал, животы вспарывал, беременных, ну и прочее, прочее. Как обычно у нас качнулись в другую сторону. А потом всем стало все равно, потому что, ну какая разница, то ли он герой, то ли душегубец. Мол, думайте сами, решайте сами, сами делайте из этого выводы. Поэтому, хотя и с тяжелым сердцем, но я решил все-таки в рамках нашего цикла, по многочисленным просьбам трудящихся, об этом явлении пугачевщины, о восстании и, конечно, о человеке по мере сил рассказать. Но при этом попытаться не уходить в детали движения армии Пугачева, тем более, что армий было несколько. Были многочисленные отряды, с жирными красными стрелками показано движение так называемых основных сил. Но это была малая часть повстанцев. Поговорить о причинах, поговорить о предпосылках этой крестьянской войны, поговорить о том, кем он был, Пугачев, что это был за человек. Мы все-таки стараемся больше рассказывать о людях. Персонаж, он заметный. Это один из 2 самых знаменитых в нашей истории самозванцев. Разин не был самозванцем. Нет. Один из самых 2 знаменитых самозванцев. Человек, который поднял Россию на дыбы. Если мы посмотрим с вами на максимуме карту Пугачевского бунта или народной крестьянской войны, мы увидим, что она охватила огромную территорию. Это все незаселенные территории.
Все население здесь, начиная от Урала приблизительно и до Нижнего Новгорода, почти до Тамбова, до Астрахани. Это территория восстания. Вот посмотрите, Шадринск – это Курганская область уже, современная. Тут здесь вот Екатеринбург, Тюмень рядом. Ну, естественно, Уфа, Южный Урал, Оренбург, вот где все началось. Яицкий городок, условная столица Яицкого казачьего войска. Вниз к Каспийскому морю, и вот сюда пошло. Царицын, сейчас город. Я думал, кто-то скажет Сталинград, Волгоград, Саратов, Пенза, Саранск, Ульяновск, Ставрополь – это примерно Тольятти, Казань, почти до Нижнего. Москва готовилась к обороне. Касимов, дворянская Россия действительно очень боялась. А восстание было невероятным по своей жестокости с двух сторон. Сравнить можно, наверное, только с гражданской войной по степени ожесточения между воевавшими сторонами. Начнем с того, что Пугачев – самозванец. Вообще самозванство – это отдельная история. Самозванство во всем мире есть, где есть монархия. Но как-то так получилось, что в России самозванцев было больше гораздо, чем в Европе. Ну, какие причины самозванцев? Главная какая? Как вы думаете? Захват власти – это цель. А причина – то, что никто не знал, как выглядит царь. Выглядел Петр III. Петр III был гораздо старше Пугачева. Ну, если бы это был он. Мы не знаем, кстати сказать, сколько лет Пугачеву, потому что в энциклопедиях написано 1742 года рождения. Это условная дата. Это из его собственных показаний, в которых он путался. Получалось, его должны были призвать уже к концу войны, к самому. Это явно не так. Он на самом деле был старше. Но даже если представить, что он на несколько лет старше, чем в энциклопедиях и в Википедиях написано, все равно он намного моложе Петра Третьего. Это никого не смущало. Никто не знал, как Петр III выглядит. Поэтому первая причина самозванства – это отсутствие информационного общества, как бы сейчас сказали. Затем всегда самозванцы появлялись, когда ослабевала сакральность власти. Основной момент появления самозванцев – это пресечение династии Рюриковичей. Затем в период ранних Романовых, еще они не укрепились в народном создании, тоже были самозванцы. И, наконец, самозванцы появляются в XVIII веке прямо порциями, партиями в огромном количестве, когда власть в Петербурге становится какой-то странной, какая-то женская власть. Какие-то непонятные Анны Иоанновны, Анны Леопольдовны, Екатерина, бывшая непонятно то ли поломойка, кухарка, прислуга, как она вообще там оказалась. Не надо думать, что народ воспринимал это как само собой разумеющееся. Ну, конечно, соглашались, но не верили. Не верили, царь не настоящий. Это давало почву для появления все новых и новых самозванцев. Ну и вот, наконец-то, наш герой Пугачев. Кто помнит Есенина, мощная у него есть поэма, героем которой выступает Хлопуша, один из реальных исторических персонажей. Вот он, попав в пугачевский лагерь, рассказывает, как он сидел в тюрьме, к нему пришел губернатор и предложил стать современным языком наемным киллером. То есть он его отпустит и даст там серебра, если Хлопуша, будучи сам разбойником, проберется в лагерь к Пугачеву и убьет его. И вот губернатор рассказывает Хлопуше. Там, в ковыльных просторах, ревет гроза, от которой дрожит вся империя. Там какой-то пройдоха, мошенник и вор вздумал вздыбить Россию ордой грабителей. Далее он ему обещает, и вот Хлопуша рассказывает, что уже 3 ночи, пробиваясь сквозь тьму, я ищу его лагерь, и спросить мне некого. Проведите же меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Вот кто этот человек? Что мы о нем знаем? Ему примерно на момент начала восстания от 30 до 35 лет. Мы знаем, что он уроженец станицы Замовейская. Он донской казак. Сейчас ее нет. Почему ее нет? Потому что Екатерина выжигала всю память о восстании, всю память о Пугачеве. Станица Замовейская была снесена целиком. А люди, которые там жили, перевезены на 2 километра в сторону, и там была основана новая станица под другим названием – Потемкинская. Кстати сказать, поразительное совпадение, ну вот история полна таких ироничных совпадений.
станица Зимовейская. Это внешности самые непримечательные. Среднего роста, примерно 165 сантиметров максимум. Худощавый, с бородкой, субтильно, но подтянутый, без переднего зуба. То есть тот еще государь-император щербат. На груди какие-то черные следы. Впоследствии мы к этому вернемся. Это ему очень поможет. Это черные знаки. Царские знаки. На левом виске большое белое пятно, видимо, последствия детской болезни какой-то, выдаваемое им впоследствии также за царскую печать. Некоторые наиболее творчески одаренные соратники Пугачева узнавали в этом пятне, как вы думаете, что? Да, двуглавого орла. Это же орел двуглавый. Видно сразу, когда младенцы рождаются у царя, им сразу так бац, на виске печать ставят. Ну вот, собственно, все, что мы о нем знаем. Он неграмотен, он не умел ни читать, ни писать. Это ему потом сильно мешало, но он это тщательно скрывал и довольно артистично это обыгрывал. Он казак. Кто такие казаки? Давайте мы начнем с этого. Казаки – это совершенно отдельное сословие, то есть мало что общего имеет с классическим крестьянством русским, тем более с крепостным. Казаки – это сословие служилое. Это не дворяне и не крестьяне. Были не только славяне, кого там только не было. В Запорожской сечи, на Дону, на Урале. Вот те как бы наши казаки, они будут казаки или казаки. А те, которые тюрки кочевые, мы их будем называть казахи, чтобы не путать. Ну, это одно и то же слово. Это вольное служилое сословие, которое жило по окраинам империи, жило само по себе и выполняло роль защиты пограничной стражи, причем естественной. Государство снабжало их периодически порохом, оружием, какими-то деньгами. Они за это границы охраняли. Налогов не платили. Никаких. Земля у них была своя. Ну, государство таких вещей не терпит. Петр I навел порядок, все описал и превратил их, по сути, в регулярное войско, которое обязано служить империи по призыву. За то, что они служат по призыву, когда требуется, и на войну их призывают, они имеют льготы. Личная свобода, местное самоуправление, земля, но земля уже описанная государем, не самозахваченная, а выданная государством. В обмен что делают казаки? Они должны явиться уже сформированными воинскими частями, конно, людно и оружно, как дворяне. На собственных лошадях, собственным оружием, собственной амуницией в случае боевых действий в определенном количестве. Казацкие льготы постепенно сокращались. Например, лишили права выбирать себе атаманов. То есть они их себе выбирали, но Петербург утверждал выборно-согласовательное казахское начальство. Сколько должны поставить казаки бойцов в случае войны? Это число тоже постоянно увеличивалось. Поэтому они нервничали, переживали. Потом Запорожскую сечь ликвидируют впоследствии Екатерина II. Пугачев появился на Дону, родился и жил, и вырос в тот момент, когда постепенно привилегии казацкого войска сокращались. И это вызывало у казаков раздражение. Что происходит дальше? Он женился, и его призвали на войну. Воевать молодой казак Пугачев поехал рядовым в Пруссию. Как раз тогда была 7-летняя война. Он воюет какое-то время там. За толковость был взят ординарцем какому-то полковнику. История сохранила его имя даже, но это не важно. И вот в качестве ординарца он совершает какой-то странный проступок. То ли он потерял лошадь своего командира, то ли поспособствовал краже. В общем, лошадь пропала. А лошадь – это дорогая вещь, это иномарка, боевой автомобиль. Личное имущество этого старшего офицера-полковника, за что он своего ординарца бестолкового что сделал? Высек. Страшное оскорбление для свободного казака. Вот страшно. Эти шрамы на спине, как его высекли, до конца жизни были у Пугачева. Видимо, высекли жестоко его. Не затянулись. Иногда он их даже показывал, потом показывал на следствие, типа, что вы со мной творили. И он закусил, Емельян. Закусил. Помните, есть такая история замечательная про Махатму Ганди. Махатма – это не имя, Махатма – это, как мы сказали, великая душа. Махатма – это, не прозвище, знак народного признания. Вот Махатма Ганди получил замечательное образование из богатой семьи. Учился в Лондоне, в известном университете, диплом юриста. Потом поехал в Индию юридической практикой заниматься на родину. Что-то у него там не получилось. И решил поехать в другую колонию, видимо. Опять же, заняться частно-адвокатской практикой в Южную Африку. Заходит какой-то злой кондуктор и его пинком под зад класса. Типа, ты что?
черномазый. Ты где сидишь-то? В 3-й класс туда, стоя. Вот это для приличных людей. Махатма Ганди никогда этого не простил. И с этого момента занялся политической борьбой за равенство и демократию. Вот Емельян Пугачев не простил. Высекли, вспоминал это потом. Потом возвращается обратно в станицу, живет, у него рождаются дети. Потом следующий призыв, он опять едет на войну, на этот раз сюда вот на пограничные земли западные. Тогда считалось возвращать беглых старообрядцев. Старообрядцы, мы знаем, периодически жестко преследовались в Российской империи, поэтому бежали кто куда мог. Довольно много старообрядцев оказалось на территории Речи Посполитой. Наши государи, когда наступали либеральные времена, постоянно писали указы о том, что возвращайтесь, мы вас преследовать не будем, живите спокойно, землю вам вернем, дадим, креститесь 2 перстами. Не все верили, они находились в статусе беглых подданных. Поэтому иногда за ними отправляли такие вот полувоенные экспедиции, как-то там старообрядцев найти и вернуть. Мало чего из этого получалось, но обратим внимание, что уже тогда молодой Пугачев со старообрядцами познакомился. Потом следующая война. Война с турками. В возрасте до 30 лет получает первый офицерский чин, начинает нормальную военную карьеру. Тогда не было прямого соотнесения казацких воинских званий и табели о рангах, появится позже и постепенно для разных войск. Но, в принципе, став хорунжем, можно было служить дальше, получать следующие чины и затем попросить себе дворянство. И такие случаи бывали, когда казахские офицеры становились дворянами, приобретали права дворянства. Казаки редко этим пользовались. По каким причинам? Ну, потому что, а смысл? Дворяне не платили налоги, казаки не платили налоги. Дворянин лично свободный, казак лично свободный. Дворянин имеет право иметь крепостных. Иные сословия не имеют такого права. Ну, казакам тоже никто не запрещает. Там это как-то не принято на казачьих территориях иметь крепостных. Не принято. У них есть просто наемные работники, которые у богатых казаков работают на земле. Никуда не денутся они. Некоторые казаки имели десятки и даже сотни наемных работников, которые обрабатывали их большие земли. Это казацкая старшина, так называемая. Но, в принципе, вот эта карьерная лестница теоретически работала. И вот хорунжий, то есть это подпоручик, если вести речь по сухопутному, или корнет по-кавалерийски, корнет Оболенский, корнет Пугачев, молодой офицер. Когда он заболеет, воспользовавшись болезнью, из армии уйдет, вернется к себе в столицу, там лечился он какими-то народными методами, он описывал совершенно невероятными. Вот у него была какая-то черная болезнь. Кожная болезнь, называемая черной немочью. Знаете, это как в «Игре престолов» серая хворь. Вот он сказал, страшная была кожная болезнь. Он прикладывал какие-то бараньи легкие с заговорами. Но выздоровел, а шрамы на груди, вот какие-то язвы такие, засохшие остались. И после этого на войну он возвращаться уже не хочет. Дальше начинается невероятная история приключений, как у какого-то авантюриста, как на Диком Западе, как в «Пиратах Карибского моря». Он бежит от призыва. И у него сестра вышла замуж, их куда-то хотели переселить. Не буду вас погружать в детали. А они переселяться не хотели. Они бежали на Терек. И Емельян им помогал. Но всех их поймали. А что значит казак бежит из станицы? Это дезертирство. Он же служилое сословие. Их всех арестовали. Емельяна тоже как пособника в бегстве арестовали. Ну, видимо, там не очень строго было. Он из педареста бежит. Его арестовывают 2-й раз, 3-й. В конце концов, он решает сменить личность. Документы поменять, потому что он беглый казак, дезертир. Хотя и офицер когда-то. Он бежит, как вы думаете, куда? Он бежит в Речь Посполитую, где он когда-то служил. Потому что это же за границей. Под Гомелем. Гомель это нынешняя Белоруссия. Вот там где-то под Гомелем он прячется у старообрядцев. Мы, кстати, до сих пор не знаем, какого он был вероисповедания, потому что он то представлялся старообрядцем, очень много было старообрядцев среди казачества, то нет, крестился 2 перстами. Но вот он там живет у старообрядцев, а смысл в том, что он сделал себе новые документы. Документы, паспорт подданного Речи Посполитой из старообрядцев. И далее, как старообрядец, по государевому разрешению, помните, старообрядцам разрешено возвращаться, он возвращается обратно. Дальше начинается невероятная история. Теоретически у него новые документы.
В станице у него жена с 3 уже детьми. Но появиться он там не может, потому что он беглый. Ему надо начинать какую-то новую жизнь, землю брать, что-то придумывать. А он ходит и всем рассказывает какие-то истории невероятные. Он говорит, что он из поляков, из подданных Речи Посполитой, старообрядец, но он торгового сословия, и у него много денег, но деньги у него украли. Такой Остап Бендер, понимаете? Но у него очень много товара. Товар весь на границе в Польше, на 200 тысяч. А другим он говорит, что у него товара на 1 миллион почти, но товар в Турции, где его турецкий товар тоже злые люди арестовали, но еще немного нужно, и тогда он все это возьмет себе назад. Как бы спрашивают, а откуда такие суммы-то? 1000, мы же даже не понимаем. Это как-то 10 рублей червонец мы себе представляем, а 200 тысяч не представляем. Говорит, так такие суммы, потому что я ведь не простой торговец, а царского рода. Как царского рода? Вот так. Детали я вам рассказывать не буду. Вы еще не доросли. Затем парясь в бане с каким-то другим казаком донским. Казак его спрашивает, а что это у тебя на груди-то такое? Болел, наверное, чем-то? Какой, говорит, болел? Царские знаки. У каждого, кто рождается из царского рода, вот такие вот. А ты же, говорит, кто тогда? Я, говорит, государь Петр Федорович. Не слышал, что ли? Екатерина, злая немка, убить меня хотела, но я бежал. Детали потом. Кстати, говорит, если не веришь, вот еще на висок посмотри. Понял? Все. И, рассказав эту историю, по-трезвому, либо не очень, он опять куда-то уехал. Его опять арестовали, кстати сказать. Он сбежал вместе с солдатом, который его конвоировал. И харизматично был, умел убеждать, рассказывать эти истории. И вот когда он возвращается снова на юг, в район, где проживает, и служит яицкое казачество, совершенно неожиданно его узнают. И говорят, так вот же он, Петр Федорович, ты же рассказывал нам. Да, было такое. Не хотел, но если вы меня сами узнали, так оно и есть. Это где ты был все это время, пропадал? И дальше идет невероятная история, что он спасся вместе с офицером. А бывал он в Египте, в египетской земле. Почему Египет, я не знаю, честно говоря. Ну, там казни египетские, они все-таки какие-то там церковные книги читали, что-то такое далекое, невероятное. А еще он бывал в Иерусалиме, конечно. И в Царьграде тоже бывал. Весь мир объехал, и везде его искали шпионы екатерининские, но найти не могли, потому что он природный государь, его Господь бережет. У всех историков какие-то есть такие сакральные цифры. У одних пишут про 40 человек, а другие пишут про 80 человек. И вокруг него собралось то ли 40, то ли 80 яицких казаков, которые сказали, вот ты наш государь, веди нас. Надо сказать, что Емельянов со своей вот этой невероятной историей и с тем самым из бани казаком, который его узнал, оказался в нужное время в нужном месте. А у яицких казаков и у казаков донских тоже были свои привилегии, связанные с много чем. Но что самое интересное, что нам легко запомнить, с ловлей осетра и поставками черной икры. Но тоже у них постепенно правительство все эти льготы забирали. А самое главное, то, что не забирало правительство, забирала казахская старшина в свою пользу. Местное начальство перераспределяло. Рядовое казачество было очень недовольно, в конце концов взорвалось, нажаловалось в столицу на старшин, подняло бунт, кого-то из старшин перебило. Опять же, причины обычно очень банальные всех этих выступлений. Как поступил Петербург? Прислал комиссию. Комиссия ни в чем не разобралась, сказала, что это все чернь виновата. Вслед за этим прислали войско. Войско поймало сколько могло бунтовщиков. И что сделало? Публично выпороло. После этого казачество яицкое было уже не остановить. Они перебили всю эту небольшую армейскую команду, буквально порвали на клочья их командира. И уже дальше пришлось это восстание подавлять крупным воинским частям. Но после того, как восстание было подавлено, и основные бунтовщики были сосланы, что сделали с остальными участниками восстания, как вы думаете? Или выпороли, или ничего не сделали. Но попугали их, пригрозили, что всех их сейчас расформируют и разошлют по дальним крепостям. Они сами многие поуезжали с этих мест. Но больше ничего не делали. А народ озлоблен. А у них оружие. Это же не какие-то там крестьяне, черносошные, неграмотные. Они это вооруженный люд, тренированный, неоднократно принимавший участие в боевых действиях за царя-батюшку. Поэтому, когда на эту озлобленную, недовольную почву, а добавим к этому еще рядом башкиры,
очень обиженные и недовольные. Они в свое время добровольно пришли под подданство Российской империи. С тех пор их постоянно там по мелочам притесняют, земли отбирают, чем-то обижают. А это довольно лояльная такая была для России национальная группа, башкирская конница знаменитая. Отжимают. Там сложная система отношений. Далее, горные рабочие заводские. Это вообще несчастные люди. Это хуже крепостных крестьян. У них вообще никакой перспективы. Он крепостной, приписанный к заводу. Все. Это раб завода, раб шахты. Ему деться некуда. Он работает какую-то небольшую плату и за еду. Уйти никуда не может. У крестьянина хоть какая-то есть своя жизнь, земля, помещичья, но вроде как условно твоя, ты ее обрабатываешь. Родишь много сыновей, вырастешь большую семью, можешь как-то разбогатеть. То есть какие-то перспективы социальные у крепостного крестьянина, хотя жизнь тяжелейшая. А у приписного рабочего перспектив ноль, то есть ты капиталистом точно не станешь. Значит, недовольное казачество, множество заводов железнодеятельных и оружейных, обращаю ваше внимание, которые делают пушки, льют. Плюс недовольные национальные землячества, башкиры, татары, калмыки очень недовольны своим положением. Все это породило тот самый питательный бульон, в котором оказался наш фантазер, харизматичный рассказчик и авантюрист Емельян Пугачев. Плюс ко всему еще идет русско-турецкая война. Это что означает? Что увеличиваются так называемые разверстки на казачество. Требуют больше казаков на войну. У нас только в кино, в песнях казаки с радостью идут на войну. А так-то особо никто воевать не хочет. Отправили одного, второго, третьего. Но когда всю семью забирают на войну, энтузиазма особого нету. Это тоже недовольство. Злоупотребление власти. Кому жаловаться на злоупотребление? Президента нету. Идти некуда. В Петербург писать? Ну, пиши. Давай. Вот одни уже писали, потом прислали генерала, всех выпороли. И тех, кто писал, и тех, кто заступался. Легитимных иных способов, как сейчас говорят, снятия социального напряжения, не существовало. Интернета не было, компьютерных игр не было, футбола не было, шопинга не было, ничего не было. Как снять стресс? Непонятно. А стресс у тебя каждый день. Каждый день. И жить все хуже и хуже. А все почему? Потому что бабы на троне. И все они не настоящие. Раньше-то было, порядок был. При государе Алексея Михайловича деды вспоминают. А еще добрый Федор был. А сейчас кто? Посмотрите. А? Уже даже Петра Первого вспоминали хорошими словами. А это вообще не поймешь. Один попался мужик единственный. Законный, внук Петра Великого. Петр III. Да ведь того же бабы извели. А он хороший был. Он принял указ о вольности дворянства и указ о вольности крестьянства. Понятно, дворян освободили от службы воинской обязательной, а крестьян освободили от обязательной работы на дворян. Раньше была хоть какая-то справедливость, потому что дворяне владеют землей, крестьяне на этой земле работают. И дворянина снабжают деньгами. Но за это дворянин что делает? Воюет. Воюет он пожизненно. Его и в 50 могут призвать, и в 60 на войну может уйти. Поэтому дворянина-то особо мужик и не видит. Он увидит этого барина своего, ну дай бог, так сказать, в отпуск он приедет с войны. Или калекой, или, как бы сейчас сказали, похоронка придет. И поэтому крестьянину, конечно, пахать и отдавать большую часть труда обидно и тяжело. Ну так подумаешь потом, вот это вот без ноги пришел, без руки. Или вообще не явился. Погиб где-то на Туреччине. Может, так и спокойнее. По крайней мере, в этом есть какая-то условная социальная справедливость. Согласитесь, да? А когда государь Петр Федорович добрый, дворян от обязательной службы восстановил. То есть служит тот, кто хочет. А кто не хочет, едет все в имение, занимается хозяйством или там, я не знаю, стихи пишет. То, очевидно, следующим этапом должно быть освобождение крестьянства. Хочу – работаю, не хочу – не работаю. Но этот указ злые бояре опубликовать не дали. Более того, царя доброго, который это задумал, задушили. Ну, вот он чудесным образом спасся. Поэтому Петр III – это в глазах крестьянства и казачества, к слову сказать, это такой добрый ореол. Он за 180 дней правления ничего плохого сделать не успел. Он изначально добрый. Я вам приведу несколько цитат, характерных того времени из судебных дел по поводу женского царства. Крестьянин Денис Семенов дает показания. Простите, это язык. Не то, чтобы я злословлю, а вот дословный язык той поры. Он утверждает, кавычки открываются. Вот ныне
Как наша государыня села на царство, так и погоды не стало. Так колом бы ее зато в землю. Дальше все как капитанская дочка. Кстати, вот 80 или 40 казаков подступают, вы все знаете, к одной крепостишке, к другой крепостишке, третьей крепостишке. Казацкая армия растет невероятно. Сегодня 80, завтра 200, послезавтра 400. Все туда стекаются. Крепости сдаются без боя. Кто-то пытается отстреливаться из дворян, а в основном переходят на сторону. Это такое триумфальное шествие. Сдаются ежедневно все новые и новые пограничные заставы, как бы сейчас сказали, пограничные крепости типа Белогорская. Армия разрастается. Уже через несколько дней с момента начала вот этого стихийного восстания яицкого казачества к стенам столичного города Оренбурга подступает армия в несколько тысяч казаков и осаждает город. Это уже большая крепость, она защищается, там регулярные части. Не могут пугачевцы ее взять сходу, но они оставляют части армии там. Затем восстание охватывает все соседние территории. Они идут прямо вдоль линии с современным Казахстаном. И одна за другой продолжают занимать разные крепости и крепостишки. Везде триумф, хлеб, соль. Сражения были, но небольшие. Кстати сказать, вопрос о воинском искусстве самого Пугачева, который очень любят пообсуждать в интернете, он там был гениальный полководец из народа, довольно спорный. Если проанализировать все его сражения на карте, основные отмечены, на самом деле их было гораздо больше, то принцип очень простой. Там, где небольшое столкновение, небольшой бой, там Пугачев побеждал. Где крупное сражение, где требуется воинское искусство, управление большими контингентами, армии, артиллерия, там Пугачев обычно проигрывал и отступал. При этом сказать, что они совсем плохо воевали, нельзя, потому что, во-первых, армия у Пугачева была более-менее организована. Она была разбита на полки, отряды, бригады. Он назначал полковников из казачества, естественно, бригадиров. У него была своя артиллерия, причем количество артиллерии росло по мере того, как они будут двигаться в сторону артиллерийских заводов. Естественно, кавалерия своя, потому что казаки – это конная армия. История сохранила несколько примеров воинских хитростей, которые применял Пугачев. Ну, например, известно, как они пытались взять штурмом одну крепостишку, которая не открыла сразу ворота. У них не получилось, тогда они обложили со всех сторон ее такими сено или солома. Все это одновременно намочили, подожгли, значит, поднялась такая дымовая завеса. Они дождались ветра, ворвались в крепость под прикрытием дыма. Ну, там хитрость невеликая, но все-таки. Есть известная история, когда они осаждали Оренбург безуспешно. И в какой-то момент сделал ранее Петр I под Нарвой во время второй осады. Они узнали, что осажденные ожидают подкреплений. В тумане стали палить воздух из пушек холостыми зарядами. Осажденные в Оренбурге поняли, что это идет бой, выслали большой отряд, и этот отряд, естественно, был пугачевцами перебит. Большой триумф был пугачевской армии. То есть таких хитростей от безграмотных разбойников никто не ожидал. Впоследствии, потом уже по ходу развития этой крестьянско-казачьей войны, писали в Петербург в своих рапортах генералы, что они такой вот хитрости, прыти и воинского умения от восставших ранее никогда не встречали. Ну, например, у них была очень эффективная артиллерия, практически как в сильно более поздние времена. Как это происходило? Движется регулярная армия царская. Как правило, это в основном были пешие. Наступают колоннами, как положено, рядами стройными. Что делают пугачевцы? Они не вступают с ними в бой, потому что понятно, что их просто сметут организованные солдаты. Они устанавливают несколько артиллерийских батарей, начинают их издалека обстреливать. По мере того, как войска приближаются, эти артиллерийские батареи оказываются все на конной тяге, как тачанки практически. Лошади их запрягли, оттащили подальше на пару километров и опять обстреливают издалека. Естественно, наступавшие такие правительственные войска несли таким образом большие потери, а как их догнать, непонятно. Кавалерии поначалу у правительственных войск не было. Кстати сказать, один из екатерининских генералов, которого послали
во главе относительно небольшого отряда, несколько тысяч солдат, разобраться с Пугачевым. Почему эти отряды были такие небольшие, как вы думаете? Очень просто, потому что, во-первых, никто не придавал этому первое время большого значения. Какая-то там очередной бунт, 1000 солдат направим и хватит, разберутся. Во-вторых, шла война, русско-турецкая война, румянцевская. Вся армия там, вся армия на фронте. Поэтому небольшие какие-то части, там полк-два формировали и отправляли. И вот один из генералов, которого отправляли разгромить Пугачева, писал всем, что крайне недоволен теми частями, которые ему выдали, потому что нет кавалерии. Как же, говорит, я их буду догонять и пленить? Они ведь как только меня увидят, сразу побегут. А мне же их надо догнать и связать, а я как без кавалерии их догоню. Получилось все наоборот. Это его гоняли, разбили в пух и прах. Такая была недооценка в первое время Пугачева. Не все заводы переходили на сторону Пугачева. Разная статистика, примерно половина. Половина защищалась. Рабочие либо не могли, либо не хотели примкнуть к восставшим. Завод – это крепость, на территории которой металлургический завод. Или рядом где-то. Даже та половина заводов небольших городов и крепостей, которые либо сдались Пугачеву, либо которых Пугачеву удалось взять, было более чем достаточно, чтобы у него появилась огромная артиллерия и большая поддержка приписных рабочих. Доходит он до Казани. Казань сжигает практически дотла. И единственное, что не смогли взять, Казанский Кремль укрепленный. Все равно его правительственные войска настигают и бьют. И уже каждый раз идет рапорт, что восстание подавлено, все. И их нет. Но как феникс из пепла, Пугачев возрождается. Лето 1974 года восстание охватывает. Чем отличаются кардинально? Вот эти земли, Поволжье, даже перекидывается на правый берег Волги. Симбирск, Саранск, Пенза, Саратов. Чем отличается этот этап, как вы думаете, от совершенно разная составляющая? Если сначала казачества, крепостного права почти нет. Потом рабочие, Поволжье, крепостные крестьяне. И вот тут начинается самый страшный этап Пугачевской войны. Начинается дикая резня дворян. Потому что Пугачев издает свой знаменитый манифест, он в Пензе его издал, обращенный к крепостным крестьянам, где говорится буквально следующее. Я могу вам даже процитировать его, чтобы вы почувствовали дух этой эпохи. Вообще у Пугачева очень интересные манифесты, пропитаны невероятной энергетикой. Он же писать не умел и читать. Его спрашивали, как же так, ты, государь-император, а писать не умеешь? Он что отвечал? Всегда по-разному, у него были разные версии. Он говорил, я умею, но по-немецки. Смотрите, поняли что-нибудь? Ну куда вам не учим, это немецкий. Это я по-немецки написал. Не разбираетесь? Вот видите, крючочки такие. А в другом настроении он мог сказать, не могу. Умею, но не могу. Если я сейчас что-то напишу, то мою царскую руку все узнают и смогут царские указы подделывать. Конечно. Только когда займем Москву и Петербург, и когда я в монастырь отправлю неверную эту свою жену Катьку, мне же трона не надо. Моя задача – это сына моего любимого освободить. Его в заточении Катька держит. Павлушу-то моего. Он везде ездил с портретом государя-императора Павла. Он плакал, глядя на него принародно. Сына, говорит, не видел столько лет, как его у меня забрали. Вот я ему престол верну, он все мои указы, что я сейчас принял, утвердит. А указы какие? Казакам все вольности, башкирам все вольности, привилегии. А вот крестьянам я вам сейчас прочитаю его указ. Павел, он добрый, с ним все будет хорошо. С ним все. А я уйду, мне ничего не надо. Меня вообще власть не интересует. Поэтому сейчас пока я вам свой почерк показать не могу. Указ звучал следующим образом. Мы такой-то, такой-то император, там и прочее, прочее. Он диктует его. Жалуем владением земель лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляными, соль, помните, это деньги, соляными озерами, без покупки и без оброку, то есть без аренды, и прочими всеми угодьями моих подданных верных крестьян. Это декрет о земле, забирайте все бесплатно. Все ваше. Без налогов, без ничего. Вот что хотите, вся земля, леса, воды и соляные копи, все ваше. Далее. Освобождаются все от всех налогов и сборов. От рекрутской повинности рекрутчина отменяется. Понятно, ненавистная крестьянам в первую очередь. А далее. А поскольку дворяне все служат
незаконному природному царю, а присягнули Катьке-узурпаторше, и от ее имени вас эксплуатируют, то, кавычки открываются, кои прежде были дворяне в своих поместьях и вотчинах, он их противников нашей власти законной, и возмутители империи, и разорители крестьян, тех дворян всех ловить, казнить и вешать. И поступать равным образом так, как они с вами, не имея в себе христианства, чинили с вами христианами. Государь-император разрешает забрать бесплатно всю землю, все владения, а дворян указом своим обязывает поступать так, как они с вами поступали. То есть казнить и вешать. Окрыленные таким указом взбунтовавшиеся деревни резали невероятно. Указ был обращен как бы к пензенским крестьянам, но его в списках потом находили спустя много лет даже за Уралом и в стороне Польши. Считается, что за лето 1774 года в этих не очень густонаселенных дворянами территориях, дворян-то немного было уничтожено около 3000 дворян самым жестоким образом. И представителей властей. За Пугачевым по пятам идут правительственные войска. И хотя после объявления этого указа многие города открывают ему ворота, в деревнях его встречают хлебом с солью, все это как бы очень легко. Но на самом деле войска наступают на пятки, и зачастую бывает, что Пугачеву сдастся город. Он заходит в город, берет казну, пополняет ряды свои, вешает представителей местной власти тут же, суд, приговоры, а уже через неделю из города уходит, потому что к городу приближается правительственная армия. Везде, где его настигают, его бьют. Почему триумфальное шествие его по Волге? Почему он все время идет на юг? Куда надо было бы ему идти, если бы он обладал каким-то стратегическим мышлением? В те территории, где самое жестокое крепостное право. Было свое правительство, военная коллегия, как он называл, граф Чернышов, граф Разумовский. Он всем казакам давал титулы. У них вельможи были. Правительство заседало с бородами, с лентами орденскими, но в казачьих костюмах, под портретом государя Павла Петровича, наследника. У них даже флаг обнаружился. Такая темная история с этим флагом. Флаг Галштинского полка. История этого флага очень темная. Потом Пугачев женился в 3-й раз. Парень был любвеобильный, судя по всему, потому что у него было там несчетное число, мы знаем примерно 10 по именам, несчетное число наложниц, каких-то временных жен. Среди них были и казачки, и крестьянки, и дворянки были. Он там брал дворянских дочерей, как-то их там уговаривал, куда им было деться. Они какое-то время с ним жили, потом он их бросал. Вот одну из них Пушкин описывается. Убили казаки, его же собственные яицкие, за что-то. В конце концов, он решает жениться еще раз. Но у него же есть официальная жена Екатерина. Неверная, мы помним. Он решает жениться на казачке Устинье. 17-летняя была, как описывают, невиданная совершенно красавица. Большая свадьба, фрейлины, двор у Устиньи свой небольшой, вслед за ней путешествует вместе с войском. Спорное решение по поводу брака. Я думаю, что, скорее всего, его заставили жениться собственные старшины казацкие, потому что каким-то образом хотели его привязать к себе через этот брак. Но в глазах рядовых казаков и восставших, я думаю, что авторитета Пугачев не приобрел дополнительного, потому что царь, конечно, не может жениться на казачке ни при каких обстоятельствах, просто потеря лица. Он должен на принцессе жениться. Минимум на какой-нибудь княгине, но уж никак не на казачке. Вот он женился. А когда его спрашивали, а как же ты женишься, если у тебя уже есть венчанная супруга Екатерина? Доходчивый Пугачев. Он отвечал, да какая она мне жена, коли она меня убить хотела. Вопросов нет. Не считается. Вот такой был троеженец Пугачев, императрица Устинья и та самая первая с 3 детьми. В конце концов, с чего началось год назад, к тому и вернулось. У Пугачева буквально сотни казаков, все остальные разбежались. В Москве комиссия, очень быстро идет суд. Заседание суда прямо в Кремле. В Петербург решили его не везти, от греха подальше. Пока идет суд, всем Пугачева показывают. Любой желающий может прийти посмотреть Пугачева, пообщаться с ним. Он в клетке сидит. Особая комиссия разбирает, следствие. Кстати сказать, довольно интересный был первый следователь, который пленил Пугачева, капитан-поручик Маврин. Он же первый его допрашивал.
Интересен чем? Он потом написал Екатерине напрямую результаты допроса Пугачевского. И знаете, что поразительно? Он, пожалуй, такой один был. Он написал, что причиной Пугачевского бунта – злоупотребление местных чиновников, жестокости помещиков и неразумности генералов, которые издевались над яицкими казаками. Это было невероятное вольнодумство. Но Екатерина была женщина умная, никого не наказывала за такие вещи. Маврин потом довольно успешно сделал карьеру, был даже губернатором, генерал-лейтенантом. Интересный человек, малоизвестный. Пугачева судят вместе с его соратниками. 6 смертных приговоров. Кстати сказать, в числе приверженцев Пугачева было 9 депутатов уложенной комиссии, имевших полный судебный иммунитет по императорскому указу, как вы помните. Из них одного повесили. Но личным решением императрицы, поскольку он такой сверхизменник, одного из депутатов уложенной комиссии повесили, по остальным надо посмотреть, но они были в разной степени все наказаны. Пугачева и еще одного его из ближайших соратников приговаривают к четвертованию, остальных к повешению. На самом деле казненных было гораздо больше 6. По официальным данным, которые приводит Большая советская энциклопедия, 34, но их еще больше, потому что многих казнили не в результате вот этого финального следствия, и раньше. Мы их точное число не знаем, но это не меньше 300-400 человек. Властями и военными по ходу подавления восстания. Наверное, даже и больше. Сколько было запорото до смерти, мы не установим никогда. Но приговором официального суда 6 человек. Екатерина всячески пыталась показать свою гуманность. Она запретила Пугачева пытать. Его пытали, но в самом начале, когда его арестовали, писали, что был пытан легкой мерой. Ну, что такое легкой мерой? Ну, не знаю, по тем временам. Наверное, сильно пороли. Без членовредительства. Потом перестали. Такой Шишковский Степан имел славу специалиста по душесловным методам. Вот он допрашивал Пугачева, у него были очень эффективные результаты. В истории хранится анекдот про то, что как удалось Шишковскому разговорить злонамеренного бунтовщика. Он с ним обедал вместе, садился вместе. Зная, что Пугачев очень любит пищу из лука и чеснока, ему готовили специальное жаркое с луком, с чесноком. И Пугачев так проникся к этому Шишковскому и говорил: ну вот ты с уважением ко мне, я тебе все расскажу, как на духу. Никакими пытками, вот хоть вы на дыбе, я никогда-то, а тебе, как ты меня уважаешь, все тебе расскажу. И вот он, поедая это жаркое с чесноком, все нюансы своей повстанческой деятельности Шишковскому рассказывал. Все это потом запротоколировано было. 10 января 1975 года при огромном стечении дворянства в Москве, потому что простых людей не пускали на Болотную площадь, они где-то там были за оградкой, за солдатским оцеплением. Пугачев был четвертован, но четвертован таким способом. Страшная казнь, вы понимаете, да? Сначала отрубают руки, потом ноги. Все так не спеша делается, чтобы побольнее было, помучительнее. Пугачеву сразу отрубили голову. При этом один из присутствующих судей закричал на палача: что ты творишь? Ты что делаешь? Что-то, ой, простите, перепутал. И потом уже, отрубив голову, ему потом для порядка уже мертвым отрубили руки и ноги. Впоследствии выяснилось, что это было тайное указание Екатерины сразу отрубить ему голову, чтобы не было средневековья ненужного. Восстание не закончилось с казнью Пугачева. Еще примерно полгода все бурлило до лета 1975 года. Особенно национальные территории, башкиры. Там все было непросто. Но их уже не казнили. Того же Салавата Юлаева вместе с отцом в Эстонии заточили в замке. Они там сидели, прожили еще долго, несколько десятилетий. Пережили Екатерину. Всего через следствие прошло 12 тысяч бунтовщиков. Около 1000 отправилось на каторгу и в ссылку, а остальных амнистировали, простили. Екатерина хотела показать себя милосердной государыней. Она даже в переписке с Вольтером писала, что я бы и самого Пугачева простила, но народ меня не поймет. Поэтому я вынуждена под давлением дворянской общественности такие жестокие меры. В основном были амнистированы все. А вот семью Пугачева не простили. Привезли на Болотную обеих жен и детей. Они видели казнь. И жена его, и дети до 1803 года, я не знаю, кто из них дожил, дети точно дожили, насчет жен не уверен, до 1803 года жили в крепости города Кельмсгольм, назывался город тогда, Приозерск. Фактически в тюрьме. Разрешали им там по дворику погулять крепостному. Как там уж эти две жены жило вместе? Наверное, сериал можно снять какой-то. Разрешили жить в городе, но не уезжать никуда. Ну, где-то они там в городе, окрестностях свой век доживали.
Всего на каторгу отправили 178 человек. Не так и много, согласитесь, на фоне 3000 растерзанных дворян с детьми, священниками и женами. Это как минимум 3000, только на последнем этапе восстания. Из интересного. Пугачев и Суворов. Тему, которую в Советском Союзе тщательно обходили, потому что один народный герой не может преследовать и сажать в железную клетку другого народного героя. Кстати, по поводу клетки, это как раз идея Суворова. В конце концов, когда война закончилась, вызвали с фронта Суворова, на тот момент генерал-поручика, вызвали его с фронта и через Москву отправили в район восстания. Суворов несся с невероятной скоростью. Потом он впоследствии вспоминал, что он ехал через территории, охваченные восстанием, и когда несколько раз сталкивался с отрядами восставших, и к стыду своему должен был признаваться, что он и есть сам, вот дальше можно читать по-разному, то ли сам Пугачев, как он писал. «И не стыдно мне сказать, что я на себя принимал иногда злодейское имя». Кем-то, видимо, из самых близких, приближенных Пугачева, чтобы проехать побыстрее через мятежную территорию. Но когда Суворов приехал, он поступил в командование генерала Панина, того самого Панина, который был генералом и руководил армией, командовал армией при осаде Бендер. То есть Пугачев был его подчиненным когда-то, помните? Вот этого самого Панина Екатерина назначит общим после Бибикова, главнокомандующим правительственными войсками, а правой рукой у него станет Суворов. К моменту приезда уже все, Пугачев был выдан своими сотоварищами, и Суворову не оставалось ничего, кроме как попытаться самому взять Пугачева и доставить его к императрице, получить славу спасителя Отечества. Там дальше целая интрига. Пугачев сначала попал к этому Маврину. К Маврину заявился Суворов, сказал: «Я командир, отдайте мне». Маврин сказал: «Да нет, я должен Панину его доставить, я приказываю мне». Суворов Пугачева захватил, в клетку повез. Тут его догнали адъютанты Панина, сказали: «Нет, все-таки к Панину отвезти, он будет рапортовать о спасении Отечества». Суворов вынужден был подчиниться. Когда Потемкин, который, как мы знаем, к Суворову относился очень хорошо, и уже после казни Пугачева, обратился к Екатерине с предложением Суворова наградить орденом за участие в подавлении восстания. На что дальше цитата Екатерины, попавшая в историю. «При всем уважении и любви, Гришенька, к тебе, скажу я следующее». Кавычки открываются. «Суворов тут участия более не имел, как Томас». А Томас – это ее собачка. Известная, императорская. «Как мой Томас. А приехал он по окончании всех драк и по поимке уже злодея». Ну, вот эта шутка Екатерины, что роль Суворова как комнатной собачки Екатерины в подавлении Пугачевского восстания, она потом долго гуляла по Петербургу, очень обижая Александра Васильевича. Но это правда. Жестокость Пугачева. Я бы тут сказал, что не надо думать о том, что это было какое-то прирожденное чудовище. Мы не можем, исходя из принципа историзма, судить героев того времени по нашим моральным принципам. Тогда все так жили. Жестокий век, жестокие сердца, как говорил поэт. Пугачев не мог поступать иначе. Он был обязан их казнить. Иначе бы собственные сподвижники, казачество, его бы просто не поняло. Как ты не казнишь изменников? Значит, ты не настоящий император. То есть Пугачев стал в этом отношении заложником собственного самозванства. У него вариантов других не было. Известная история, как его там сожительница, одна из его любовниц, дворянская, дочь чья-то, умоляла не казнить своего брата. И он его пожалел. А другого дворянин понравился, видимо, как Петруша Гринев. «А ты будешь у меня адъютантом, писарем. За меня писать, чтобы я почерк не выдавал». Казаки наехали на него, казаки, и казнил всех. И брата. Брата, по-моему, сами казаки убили. И писаря своего, которого только что он помиловал. Он заложник. Кстати сказать, Пушкин писал в этом отношении очень, что Пугачев не имел никакой самодержавной власти, а фактически сам находился в залоге у собственного окружения, у собственной казачьей старшины, которая им в сильной степени манипулировали. И потом жестокость, она же была взаимной. То есть Михельсон, Панин, они там ласкали, что ли, пойманных бунтовщиков, вешали на плоты, пускали по реке, по Волге, пароли направо и налево. Поэтому я бы тут не считал Пугачева каким-то особым извергом. Он действовал в жестоких нормах своего жестокого века и своего
очень уязвимого положения, что, конечно, его не оправдывает никак. Любимый вопрос правительства его, казаки, они верили в том, что он император? Я отвечаю на этот вопрос так. Я думаю, что те, кто знали его близко, конечно, не верили. Не верили. Им приятно было, что он их делает графом Чернышевым, графом Паниным и графом Разумовским. Ну, конечно, не верили. Они не знали, что они сами не графья никакие, не князья. Да и он не такой уж император. Им это было удобно и выгодно. А многие могли и верить. Особенно чем дальше от него. И Пушкин историю Пугачевского бунта описывал, ездил по этим местам, по всем, вместе с Далем, Владимиром Далем, своим другом. Им говорили, он настоящий царь, мы по сей день в это верим. Они могли и верить. Тем более, что Пугачев, надо сказать, все-таки хороший актер и невероятно личный храбрец. Описано много историй, как он совершенно не боялся, например, артиллерийского боя и находился прямо в гуще сражения, обстреливаемого артиллерией. Объяснял он всегда так. Пушки льют на казенных царских заводах. И эти пушки царя убить не могут. Я заговоренный. Царские пушки царя не ранят. По-моему, один раз он был как-то легко ранен за весь год случайно. Это производило невероятное впечатление. Царь заговоренный. Бесстрашный. По поводу жен Пугачева я вам уже все рассказал. Но опять же учтите, как бы в условиях историзма, по меркам того галантного века, все эти любовные приключения Пугачева просто детский сад, младшая группа на фоне того, что творилось тогда в столицах и в Петербурге. И последняя история, которая тоже гуляет в интернете постоянно, о том, что Пугачев был не Пугачев, что их было несколько, что настоящий Пугачев – это не тот, которого казнили. Неправда. С момента, как пленили, 1000 раз описано, масса документов – это тот самый Пугачев, никакой иной, многократно описанный. Пугачев был английским агентом, правда, говорили в Лондоне, из влиятельной казачьей семьи, служил при дворе Елизаветы пажом, вошел в ближайшее окружение Петра III, поэтому все так хорошо знал. И вот как-то так, с английской поддержкой, потом выдавал себя за... Неправда. Такие слухи были, распространял, как ни странно, английский посланник в Петербурге той поры, вот, про то, что Пугачев был пажом при дворе Елизаветы. Никто не мог поверить, каким образом такой везучий самозванец. Вот как он может поднять такую территорию. Что-то не так. Он точно какой-то особый. Я полагаю, что Людовик какого-то, видимо, Рэмбо отправлял в Константинополь, полагая, что один офицер может, пробравшись в армию Пугачева, погрузить Россию в тьму и хаос. Мы знаем, что он был отправлен из Парижа, но дальше ничего про это не знаем. То есть, там, доехал ли он до Константинополя, или выехал ли из Константинополя в Россию, как сложилась судьба. То есть, вот выехал, дальше концы в воду. Далее ничего не известно. Сам Пугачев, кстати, на допросах категорически отвергал любое участие иностранцев в своей армии. Это, конечно, все выдумки и фейки. Есть апофеоз конспирологии. Это теория Носовского-Фоменко в отношении Пугачевского бунта. Кто-то читал бессмертные труды этих великих историков? Один только? Да вы что? Да вы что? Ну, слушайте, вы многое потеряли. У вас перевернется сознание. Так вот, Носовский и Фоменко в 90-е годы были невероятно популярны, миллионными тиражами издавались. Так вот, сравнив русские и иностранные карты, они открыли существование тайного, огромного русско-ордынского государства под названием Московская Тартария со столицей в Тобольске. Это тайное гигантское государство много лет воевало с Романовской Россией. Восстание Пугачева – это на самом деле была тяжелая война Романовской России с сибирско-американской Русью-Ордой, которая выступала в союзе с Турцией. Понимаете, да? Пугачев был на самом деле чудесно спасшимся Петром II, невероятно сильно помолодевшим, проведшим какие-то детокс-процедуры, потому что там у них разница в возрасте невероятная. Этот Петр II не умер в Москве от оспы, а оказался вот в этой вот сибирско-американской Тартарии под видом Пугачева. Кстати сказать, у них есть еще и история про Великую Тартарию, а есть еще Малая Тартария. Малая Тартария – это Крымское ханство и Новороссия, которые тоже воевали, соответственно, с Россией. Ну, вот эти вот байки регулярно в интернете фигурируют. Я не готов их даже комментировать, просто бред сумасшедшего, но у них есть широкий спектр поклонников.
Самым первым системным историческим трудом, которое исследовало восстание Пугачева, было произведение Александра Сергеевича Пушкина. История пугачевского бунта. История была какая? Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой пустить его в архив, сказать, что он хочет написать историю России, в частности, историю пугачевского бунта. Бенкендорф спросил разрешения императора и отписал Пушкину, что, пожалуйста, пишите. Более того, Пушкин был взят на службу в Министерство иностранных дел. Я как-нибудь потом, может быть, в отдельной лекции расскажу о финансах. Александр Сергеевич, это очень интересная история. Но здесь, так для затравки, вам скажу, что зарплата Пушкина в Министерстве иностранных дел, которую ему платили за то, что он писал историю пугачевского бунта, ну и другие, предполагалось, еще исторические произведения, равнялась зарплате московского генерал-губернатора. То есть ничего общего с зарплатой чиновника МИДа не имел. Естественно, Пушкин в МИДе не работал. Он ходил в МИДовские архивы, а потом еще попросил разрешения проехаться по всем местам. Разрешение тоже получил. За эту большую государственную зарплату Александр Сергеевич написал действительно очень талантливое, вдумчивое, интересное произведение. Легко читаемое. Почитайте. Оно такое, знаете, даже, я бы сказал, умеренно комплиментарное по отношению к Пугачеву. Он писал, что это очень был нетривиальный человек, невероятно жестокий, прочее, 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 но кто-то попытался объективно посмотреть на эту историю. Далее написанная рукопись была отправлена, как вы думаете, кому на чтение? Кто был цензором у Пушкина единственным? Николай. Николай почитал, поменял название. Название было «История Пугачева». Николай предложил, что все-таки давайте «История пугачевского бунта» пусть будет. Пушкин согласился. Сделал еще несколько правок чисто стилистического характера, которые там слишком романтизировали, на взгляд Николая Пугачева. И с этими ничтожными помарками история пугачевского бунта была опубликована огромным тиражом по тем временам в 3000 экземпляров. Продавалась задорого. На издание Пушкин тоже получил государственный кредит, потому что он выступал одновременно как автор и как соиздатель. Пушкин был очень недоволен продажами, он хотел на этом больше заработать. Как-то не очень хорошо распродавалась эта книга. Но зато «Капитанская дочка» стала мега-бестселлером. Вот уже любовная история была гораздо более востребована просвещенной публикой. Кстати сказать, откуда фраза про русский бунт? Не стану описывать нашего похода окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено, помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали, повсюду начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали. Так оно и было. Помните, я вам говорил, что число повешенных, запоротых до смерти мы не знаем и никогда не узнаем. Состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Это «Капитанская дочка». Итоги. Как я сказал уже, гуманизм Екатерины, 6 казненных при Жене специальной комиссии. Все это было очень показное. На самом деле восстание, конечно, топили в крови. И зверства были с обеих сторон. Стало ли жить лучше участникам, тем, кто поднялся против власти? Крестьянам нет. Особых послаблений по части крепостного крестьянства не было. Более того, Екатерина поняла, что воли давать крестьянству нельзя. Всех подымут на вилы, не будите зверя, как она писала. А вот дворянству надо дать новых дополнительных льгот и прав. Дворянству и тончайшему просвещенному городскому слою. Была проведена губернская реформа, так называемая реформа местного самоуправления, городская реформа. Больше власти и полномочий дали на места. Доля крестьян никак облегчена не была. Заводчанам, вот этим заводским приписным рабочим, да, им немножко сделали полегче условия их жизни, но потому что хуже уже было некуда. И все-таки власти в Петербурге понимали, что держать в таком тотальном древнеримском рабстве людей неправильно. Ну вот, собственно, и все. Станицу Зимовейска, как я вам сказал, снесли, людей переселили, и вместо нее появилась станица Потемкинская. Яик, река, была переименована в Урал, Яицкое казачье войско в Уральское,
Яицкий городок, где началось восстание, в город Уральск. Нашли дом Пугачева, давно им брошенный, правда, и торжественно, прилюдно сожгли. Пепел развеяли. Нашли брата Пугачева, родного. Он оказался нормальным служилым казаком, воевал где-то у Потемкина. Нашли его чуть ли не через год после казни Емельяна. Привели к Потемкину, почесал в затылке, сказал: ну ладно, я, спрошу матушку-императрицу, что с тобой делать, за что тебя наказывать, не знаю. Наказание свелось к тому, что ему поменяли фамилию. Был Пугачев, а стал Иванов. Ну и все, и служил дальше. Всячески пытались как-то замолчать это событие. Пушкину практически первому разрешили что-то об этом так системно написать. Замолчать не удалось. Все равно об этом говорили, рассказывали. Был ли этот бунт бессмысленным и беспощадным? Знаете, он не был бессмысленным. Я начинал с чего? С того, что все это объективно должно было произойти. Произвол, невозможность критики, найти правду, постепенное зажимание прав, нищета крестьянства, нищета приписных рабочих, своеволие в отношении казачества, башкир. Это давило, и оно должно было как-то взорваться. И, конечно, участники восстания считали свое выступление крайне осмысленным. Они хотели свободы, воли, по крайней мере, старых вольностей. Бунт бессмысленным не был. А вот беспощадным, безусловно, был. Кстати сказать, там же в «Капитанской дочке» есть еще одна фраза, которую Пушкин вычеркнул из финальной редакции. Она и сохранилась у него в неизданной главе. Я, честно говоря, не знаю, почему вычеркнул, но у меня есть одна догадка. Уже прошло ведь восстание декабристов к тому времени, они уже там в глубине сибирских руд находились. И, видимо, Пушкин подумал, что он своих друзей обидит. И он эту фразу убрал. А звучит она так. Те, кто в России замышляют невозможные перевороты, или молоды и совсем не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка-полушка, да своя шея-копейка. Вот тут Александру Сергеевичу в здравомыслии не откажешь. В России замышлять насильственные перевороты – дело совсем жестокосердное и немыслимое. Тут Александр Сергеевич прав. На этом давайте поставим точку. Спасибо вам за любовь к русской истории. Мы почти уложились в академическую пару. Да.